У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов. У нас было... Раз, два, три, семь. Всем здрасте, всем доброго вечера. 10 минут 20 по Москве. Принесли мы с Максимом вам метро Last Light Redux. По-прежнему сегодня завершающий стрим прохождения. Единственно, к слову, единственно верного прохождения и единственно правильный финал будет показан здесь и сегодня. Но я надеюсь, что сегодня, по крайней мере. Так, все у нас идет. Напоминаю, Яндекс. В Яндексе мы тоже сейчас в эфире находимся. Так что туда отдельный привет. И отдельный привет сразу же скажу тем, кто смотрит этот стрим уже после, уже в записи. Спасибо за поддержку и в том числе таким способом. Так, привет, Максим. Здорово. Я все еще ем. Ну, закругляйся, потому что сейчас будем спускаться в метро. Так, и... Здрасте. Так, короче, все у нас захватилось. Надеюсь, все должно работать, и тыкаю продолжать. В том числе Конечно, я сразу. не смог убить его. Ребенок, точно, слушай. Я вспомнил, что в прошлом стриме творилось. Мы отыскали черного, да, черного ребенка. Артем кончилась, когда отыскал. А ребенок есть черный, да? на его семью. Он на этих, на колымагах, там полстрима, по-моему, на этих катались и все прочее. Так, я опять просрал все, что он говорил. Прочитаю, потому что все равно в конце надо будет еще заметки всякие читать. Короче, сколько у нас сегодня по времени? Наверное, часа 4. 4, 5, 6, а я Да. тарелку беру, пойду. Где-то, наверное, около 4-5 часов будет идти, наверное, стрим, потому что сегодня все-таки я хочу закончить наконец-то, чтобы потом добраться до Exodus. Вот, но Exodus выйдет погулять попозже, потому что где-то, наверное, ориентировочно в пятницу, субботу Сан-Андрес будет все-таки начат мной. Вот, и надеюсь, мы его до конца года пройдем. Может быть, даже финальный стрим Сан-Андреса на Новый год как раз и придется. Так, пришло уведомление от Телеграма. Так что, кто не подписан, там ссылки в описании есть. Не знаю, в Яндексе, в плеере, точнее под плеером Яндекса есть или нет, но на канале Дзена точно он там Телеграм присутствует, так что можно перейти и подписаться на уведомления, чтобы оперативно о стримах и о каких-то видео, когда они выходят, узнавать. Так, ребенок. Конечно, я не смог убить его, и пока я сам жив, пока... Блять, что ж такое? Пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит, мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить войну. Да, он способен творить чудеса. Но я не хочу его использовать. Его война кончилась. Когда... Чё? Что он сказал? Когда я навел ракеты на его дом, на его семью. Окей. Пошли. Надеюсь, по звуку все хорошо. То, что сказал. Артем несет просто трепыхающегося черного. Воздух. Или подожди, он сам несет, это не я. Черный. Вверх. Черный верх. Воздух. Тут хорошо. Просто игра Вокруг поняла, как ты сияние. играешь. Что? Внизу Игра трудно поняла, как дышать. ты играешь. Да. Плохо жить. Плохо жить. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. Что такое? Почему такой отвратительный Я буду идти дубляж? там, где сияние.
Это Но где? рядом с тобой. А мне-то что надо сделать? Подожди, где карта местности? Так, полис. Добраться до полиса и сообщить о планах красных. Красный, черный. А где голубые? Сейчас же Видимо, были, но не остались уже. их в первую очередь всех сожрали. Так, а туда нельзя. Счетчик Гейгера херачит. О! Противогаз поменял. Отлично. Оно тонировано? Почему потемнело все? А, нет. Мне показалось. Так. Ну, короче... Не очень я понимаю пока, что нужно делать и куда идти. Зачем и почему. Подожди, а что-то залутать, наверное. Так, а я надеюсь, я не деньгами стреляю. Вроде пока нет. Так. А вот патроны нужны, потому что осталось 109, а куда я все просрал? 40 вообще. О, а время не останавливается, оказывается. Так, а мне туда. Подожди, а если я пойду сюда назад? Взад? Что будет? А игра туда не пускает. Тут невидимые стены. Я просто думал, может, что-то залутать можно? Вот. Но, по всей видимости... А откуда туман? Ой-ой-ой. По-моему, тут все, что можно залутать, это коровы. Вот, холодная, вода всякая. Сейчас меня тут залутают, к слову. А Ну и тебя еще можно залутать. за жопку мою. Прекрасно. О, у тебя же это, как костюм новый, я помню. Костюм новый. Так, сейчас, секунду. Я тебя все-таки погромче у себя сделаю. Ну и вообще... Или я сделаю. Не-не-не. Все, я обратно вернул, как было, потому что А я же чуть убрал усиление. игра громковата. И мне тебя нужно слушать. Че меня слушать? Так. Я говорю, чат установить? Мой мультичат? Да. Блин, а я что-то про него вообще забыл. Ведь ли он обновиться решил? Спрайт руки! Оу. Замечательно. А Я они... могу видеть. Ух ты. Он мне дал это, как его, орлиный глаз. Непонятно, правда, зачем. Не понимают, как ты видишь. Боятся. Но патроны кончаются. И Устал. я уже деньгами стреляю. Просто. А зачем он мне помогает? Все деньги, зачем они тебе? Бей посуду, я плачу. Замечательно. Так, ну-ка. Я Ты вообще... и другие люди сильные. Вы можете убить всех. Убить всех человеков, говорит. Говорит, вы можете убить всех. Человеков, я так понимаю. Или Я кого? пойду с тобой. Ой. А, Ты знаешь, нужное мне. Пока не могу понять. Что-то важное. так, я ему за каким-то хером нужен? Подожди, а это что? Подожди, это Москва-река? Или что? Я не хочу туда. Там и сейчас можно с третьей рукой оттуда выйти. И с глазом сзади. А сейчас-то уж... Ну, я думаю, тебе не помешает третья рука. Ой! Тут усётр плавает. Вот. Где? О, осетер. Усётер? Так его же, осетера же ёбнули. Это, видимо, другой осетер. И сейчас он меня сожрет, наверное. Не-не-не. Нахер. А зачем ты в воду ныряешь? Да я думал, может, на ту сторону как-то можно пройти.
Но тут, по всей видимости, все очень заскриптовано, и нужно идти в единоверном, в единоправильном направлении, но так не может быть, потому что куда иду я, вот там правильное направление, единственно. А никуда мне говорит идти игра. Ой, блин. Там осетр вылез. Здесь У много нас, в смысле, на одном считают тебя направлении? пищей. Так, о, подожди, а он... Подожди, О. Вы все носите а куда он делся? вещи. Я тоже хочу. как Осетер? ты. Осетр, да, он вылез, короче. Ты Ой, сломал его. а у меня какое-то это хорошее действие было, я не знаю почему. Слушай, а может... Ты осетер живой мы оставил. Так, меня сейчас сожрут. Или подожди, или он все-таки вернулся? Нет. Возвращение осетра не случилось. И какой-то мега осетр. Не, в том стриме мега осетра завалили. Это босс всех осетров, да, был? Этот. Какого? Осетр самка. Осетрица или как это по-русски? Осер Тресса. Осетр Тресса? Это феминитивы ебаные. Не. Так, а вот тут еще. Я опять какое-то хорошее действие совершил. Хватит хорошее детство совершать. Сколько можно? Нам нужна правильная концовка, да? Ой, я закладку, за метку нашел. Ты брось закладку, ты что, сейчас повяжет? Хотя она мешает. И, по всей видимости, я очень зря сюда пришел. Потому что сейчас очень скоро я уже деньгами опять начну стрелять. Где твои патроны? Я сам не могу понять, куда они делись все. Короче, я пришел, я вроде подобрал какие-то патроны, но тут же их все потратил, даже больше. Так, у тебя пармидол есть? А, не, у меня пармидола полно. Короче, игра засчитала хорошее действие. Видимо, не знаю почему. Я нашел просто товарищей каких-то. Не знаю, моих или не очень. Но они завалили этого дракона, по всей видимости. И сами завалились. Короче, ладно. Погоди, это тот ветролет, что ли? Где? О, это дракон. Это дракон. Ну и из прошлых стримов. А в прошлом стриме дракон как-то вроде даже... Ой, я противогаз снял. О, погоди. Он на осетре он напал, дракон. Дракон на осетр напал и... Да. А, точно, они ж там... Это самое, махались, короче. Махач. Как это, как у Мотра с Баттерфляем или кто там с Годзиллой бился? Батра. Че, в ВК уведомление прислал? Стрим, говорит, Да, начался. вот только что прислал, я не знаю почему. Только сейчас он это решил сделать. Телеграм оперативнее это сделал. В городе... Что? В Робье горы. А, в Рабьевы горы. Ёпт. Окей. Надо А тут вход в полис? Я что-то вообще не понимаю. Он говорит, иди в полис. А полис-то под землей? Ой, это свои? Или не очень? Что-то не могу понять. Он мне фонарем моргает. Он манит тебя. Он тебя хочет. Привет! Хочет это. Хочет мою жопу. Он, как кажется, он не живой просто.
А может быть и не живой, я не знаю. Ща пойдем проверим. Ща по пути что-нибудь залутаем. Тем временем я чат включил. Наконец-то. Наконец-то, да. Так, тут вроде больше нечего лутать. Вон тут всякие конечности валяются. И кто-то рычит еще. Так, а у меня патрон-то мало, крайне. Так, пармидол. Надо лопатой. Пармидол не помог. Доставай дробовик. Да, кстати, давай переключимся. 4 ствола, как я помню. 3. А, в дробане, да, 4. Так, сейчас опять все лутать. А он не живой. 16 патронов. Патрон сколько? О, вообще прям замечательно. Сейчас с дробаном-то мило дело. Так. Кто-то сейчас рычать будет опять. Зато нормально сразу это самое. А чё не перезаряжаемся? Чё-то он подзавис. Не, убойная херь, на самом деле, такая-то. Вундервафля. Некоторая. Так, а он не очень живой-то. Товарищ-то этот. Я думал, тут это, свои уже. А оказывается, нет. Так, а можно свет выключить? Да. Спасибо. Так. В ящики некоторые залазить нельзя? Так, это вход в метро или нет? Короче, куда-то я зашел. Тут уже кто-то ходит. Куда ты идешь вообще? Я не очень понимаю. У тебя же цель игры это найти Черного. Ты Черного нашел. Ну, я Черного нашел, вот, но он говорит, я пойду за тобой, а я вообще не знаю, куда я иду. Этот, как его, игра пишет, типа, иди в полис. Ну, типа, ну окей. Сейчас пойдем в полис. А непонятно просто, какими путями, какими дорогами он в полис пытается добраться. Так, а у меня, по-моему, полный запас всего. Так, сейчас я чат передвинул несколько. Потому что надо. Так. Оп. О, все отлично. Теперь все видно. Хорошо. Так. Давай еще раз проверим, что там вообще. Добраться до полиса и сообщить о планах красных. А красные чё А, не, подожди, там же это немцы, в смысле фашисты хотят. Или это красные тоже хотят пробраться в самый главный бункер и всех за это самое отшлепать, в смысле аннигилировать. Я вот что-то не припоминаю. Так, а мне в какую сторону? Так, мне прямо, значит... отсюда я пришел. Я думаю, блядь, можно что-то залутать, но нет. Оттуда я пришел. Так, дракон. Не рычи на меня. Так, подожди. Не, ну мне вправо это понятно, я просто хочу глянуть. Надо было вообще, знаешь, на прям... Смотри, Блядь. я как ты.
С Excuse. вещами. На максимальном уровне сложности надо было вообще играть просто без интерфейсов, без всего, да? И с этим, с минимальным количеством патрон. И вот это вот всего. Чё он сказал вообще? Я просрал. Он? Это женский голос был. Ну, или она, я не знаю, ну, называют его ребенком. А, ну, так-то ребенок девки может быть. Ну, вообще, наверное, Внезапно. да. Внезапно, наверное, да. Так, надо поспешить, я так думаю. Потому что что-то всякое происходит. И уже произошло. Немножечко искупаться в Москве-реке 2033 года. Вот я и говорю, там сейчас... Берегись. Ой, берегись. Так берегусь, а куда идти-то? Тут креветок тьма. Бля. Взял просто, знаешь, нырнул. За кем-то рядом. Не, я просто думал, зеленая эта хрень. Вот, там можно по ней пройтись, но оказывается не можно. Короче, давай просто раш по центру и все. Так, я так понимаю, мне туда. Да, я не ошибся. Ну, в принципе, если пока не утонул, значит правильно. Ну, в целом, да. Так, а креветки меня боятся. Вроде бы. Так, я отсюда пришел. Зачем ты круг сделал? Почета. Так, а можно Не лампочку не понял. выключить? Креветка. Привет, кревет. Ваши дома? Какие высокие. Вы сделали город? Какой огромный. Вы сделали А город почему теперь ваши внизу? такой Я медведь. огромный. Почему так мало? Там что, черный убили всех. в одежде, что ли? Я не понял. Да, он Своих. где-то это самое Странно. Глупо. нарулил. Зло. Так, я что-то там, Какие бы по-моему... планы относительно него я не А, у меня строил, фильтр закончился, и, маленький короче, черный этот, повсюду заставка следует за пошла. мной. Ну как, будто уровень я новый. никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. Я опять просрал, все. Мост. Какие бы планы относительно него я не строил, маленький черный повсюду следует за мной. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. Черной судьбы, блядь. Знаешь, такой Пора это идти. брелок. Пора идти. Ты не говорю. видишь их, да? Кого? Вы не умеете видеть? Кого я должен видеть? Не- Красные, злые. А. Красные злые. Я в принципе уже понял. Тут это антикоммунистическая пропаганда такая идет. Типа. Да. Злой. Советский КГБшник. Так, я нашел схрон какой-то. О, со снайперской винтовкой. Но она мне не очень нужна, в принципе, дрободан. Если есть снайперская винтовка, ее надо брать, значит она нужна будет. А вместо чего? Вопрос. Бля, а этот И 100 лет. фильтр не обнулился, кстати. Пистолет, не, мы же выяснили, то, что вообще пистолет имбища, и почему я с ним не хожу. Вообще. Почему? Вот Реально, я- там 6 патронов всего. Ну, а он шимбище, он как это в том стриме-то раскатали в первом. Один раз. О, смотри, прямо это ваншот с него. У тебя оральное зрение. Оральное, да. Да, там дракон летает. Там какая-то красная точка, я попытался в нее пострелять, но я что-то не особо попадаю.
Вот, поэтому, да, поэтому надо... Это черный, А, это черный? наверное. Так у меня задача изначально была завалить черного. Чё, незаметно, что ты его валишь? Что-то... Он же сказал, типа, у меня были большие планы на черного. Я не знаю, видимо, в рабство хотел он забрать, да, на плантацию свою свиную. Грибную. Грибную, да. Не, ну они же еще там на плантациях свиней там выращивают всяких. Я тебе секрет открою. Свиньи не на плантациях А на чем? выращиваются. Крылатые, красные, В курятниках? сильные. Красный говорит сильный. Согласен. Синий, значит, русский или что? Так, а можно вниз, наверное, пока спуститься? Так, я опять какое-то хорошее действие совершил, блин. Хватит уже. Да, игра, иди в жопу. Мы на единственную верную и правильную концовку идем. Мы тут сегодня для этого собрались. Да. Так я какой-то могильник нашел. А, это схрон, по всей видимости. Так, а чё его? Нет. Походу, это не человеческий схрон. Они здесь еду кидают. Да, по всей видимости, это погреб. Чтоб мясо не портилось. Просто. Так, ладно, по всей видимости, мне тут уже ничего не залутать. Вот, только меня могут залутать. Мою прекрасную задницу. Смотри, их много. Смотри, говорит, их много. Ну а я что могу сделать, если их много? Ну, смотри, прям вообще в это... One shot, one kill там, или как это? Говорится по-русски. Я надеюсь, может, еще что-то найду. Потому что с драконом я что-то не очень хочу встречаться сейчас. Иди и крикни. Фусрода. Фусродах! Или как там было, да? Драгонборн. Так, подожди, а можно, наверное, с той стороны как-то еще посмотреться, да? Что тут есть? А тут ни хрена нет. А зачем тогда это было сделано? Закрывайте двери. Береги тепло. Так, у меня 50 секунд, чтобы что-то сделать. А, фильтр кончается. О, станция метро? Или что? Тут камеры есть. Интересно, они работают вообще? Слушай, там опять сейф? Так, нужно нажать на Е, чтобы фильтр поменять. Я вот что-то прям вообще не припомню, чтобы мне пригодилось что-то из этого. Я столько ключей нашел. Мы Вот. за 2 игры открыли 2 сейфа. Да, а ключей-то вообще миллиард было. О, заметка. Целая сумка ключей. Сейф закрыт. Просто. Вообще непонятно мне. Зачем вообще это было сделано? Ну, ладно. Видимо, знаешь, как в армии. У него нет... Чтобы заебать просто. И не важно. Так, что тут такое? Увы, железная... Что-то там. Железнодорожная касса, наверное. Увы, касса. Касса. Железнодорожная. Так, ну я вроде на верном пути.
Можно я пойду? Ваншот, ваншот. Так, из стелса не получилось. А почему сейчас-то он мне не помогает? Он говорит, я буду помогать тебе, ты будешь видеть. И что-то я 2 раза, по-моему, только... Где он вообще? Да, что-то вообще это... Как только жареным запахло, все куда-то убег. С Сибаса, в общем-то. А я тут, понимаешь ли... Ходи, стреляй во всякое. Как-то так оно. Сгорел на работе. Семки. Так, а вот это вот вообще ни разу не круто. Может, поменяешь? Да. Сейчас поменяю. А то что-то... Ваншотить только из стелса, да, получается? Почему-то. Я не знаю, он какими усиленными с боеприпасами, да, получается. Он накапливает энергию такую с чакр, да, туда сразу. Энергия стелса. Энергия. Энерджи. Чем твоя жопа ближе к земле, тем больше энергии. Супер... Как это, да? Супер Козловский. Невосприимчивый к радиации. Так. Можно мне дробан? Просто 4 сразу. Inside. Так. Почему оно сдвинулось? Кто сдвинулся? Трансляция. Я имею в виду, плеер у меня почему-то сдвинулся. Так, игра, подожди. Время заканчивается. Да-да-да, вот я и... Все. Так, подожди, в какую сторону? Я что-то потерялся назад, взад. Да. Так, что-то залутать можно? Вперед. Кого? Вперед. Вперед, да и только вперед, да, как иначе. О, надо фильтр поменять, да? А фильтров-то много вообще? Сколько там осталось? 3 секунды? Что? Да, на 3 секунды фильтр. Я что-то не могу понять. 0003. Или это 3 минуты. 3 минуты еще есть фильтр. Так что нормально. Я думаю, я успею дойти куда-либо. Вот, потому что никак на последних секундах, которые уже кончились в том стриме. Так, мне туда. Залутаем. Так, а тут все, больше ничего нет. Какие-то... Блядь. Это птицы. Я думал, какая-то херь опять растет. Блин, попадать бы еще было бы неплохо. Вот. А то что-то я, как обычно, опять начинается вот это вот все. Куда угодно.
Но только не в цель. И как он не помер сразу? Странная штука. Группе нужна помощь. А какой группе? Куда идти? Игра вот почему-то прямо вообще не отображает какие-то побочные задания. Ну, если такие присутствуют. И есть? А? А такие есть? Ну, иногда. Типа, как в 33-м метро. Там же было задание. Ты обещал, типа, чуваку отнести кассету и вставить ее там куда-то. Так, оно что-то опять тут бурлило. Но больше оно что-то не говорит. Чё-то я ни хера не понимаю. Погибло, говорит, но Носачи Семенова. А, Будьте осторожны. группа Семенова погибла. Все, понял. Зачем мне туда идти? Если там все погибли. Так, внизу, видимо, бесполезно. А чем ты держишься? Иской? Понял. Я так понимаю. Зачем вообще снаряд тратить? Дракон, друг. Дракон! Я уведу Чё, его. брат? Черный, браза. Вот он. Короче говоря, я уведу его. И Он большой, ку- но глупый. куда ты его уведешь? А, вот, все. А то он говорит, я уведу его, и начал тут по Крылатый стене, вот очень по соседству быстрый. ползать. Устал. Но я работаю. Устал, говорит. Блять, попрыгал по стене чуть-чуть и устал сразу. Заебался, видите ли. Так, еще один сейф. Но этот открытый сейф. Что уже неплохо. Так, мне сюда. По всей видимости. Так, что-то можно сделать с генератором зла? Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? Видит, говорит, дверь. Из-за какой двери его зовут? Я что-то прям вообще не могу понять. Нас ждут из темноты? Или что? О, все, глава закончилась вроде бы. Мы идем в полис. Наконец-то. Вместе. Да. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Мы Он идем в помогает полис. Полис. Fuck the police. Или как там было? Одноименная песня художественного ансамбля NWA. Так, ну, по всей видимости, мы уже в метро, наверное. Но это не точно. Так, где мой имбищ? Револьвер. Нет, еще не в полисе.
Тут как-то ветрено. Так, Значит, будут драконы. денег немножко нашел. Драконы, может, и будут. Но, может быть, он уведет куда-нибудь также. А, вон, нужно за Там ним. кто-то есть. Отсюда трудно видеть. Там, говорит, кто-то есть. Там фонарь есть наверху. Вот это вот точно. А, не, слушай. А, это черный. Так, у меня кончаются... Так, а где кнопка Т? Блять, я хотел на часы посмотреть. Я не помню, как это делается. А, на У. Я, по-моему, просрал фильтр в очередной Там раз. люди. Боятся, что на них нападут. Но не злые. Так, не злые люди. А в этой вселенной люди бывают не злыми? Какие-то у него странные фантазии по этому поводу. Никого не видно. Запасы еды. Ладно. Вернемся потом к этому. Все гаразд, мужики! Приберіть стволи! Це ж рейнджерс по лісу. Опять Ти на кільце зібрався? показал Не свой поспішай. этот Там жетон. якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Что-то про петушню там говорит какую-то. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекурщик. Во, на 10. поторгуваться можно. Так, а можно противогаз еще снять, чтобы фильтры не тратить. Экономить свет. А где, чем, с кем торговаться-то? Не знаю. А то есть. Тю! Ледь не забув. Говорит, иди быстро. Подходи, парень. Так, давай посмотрим, что у него можно Не стану. Только лучше. затюнить чем-нибудь. Так, лазерный прицел, клиторный прицел. И ПНХ, и КПНХ, все стоит. Ты там все прокачал. Все прокачано. 4 ствола. Приклад. Все вроде есть. Все, что должно быть. А все, давай по патронные хватит. Подожди, а может у него какой-то есть Убер-Волын? Не знаю. Бери. Привет, Подведёт. кревет, медведь. Мощнейший в метро винтовок, способный поражать цели даже за укрытиями. Лучшая снайперская винтовка для сверхдальних дистанций. Нет, спасибо. Если что, Дайте мне подходи, пока у нас трехлинейку. привал. Подходи, не А, стесняйся. Так, нужны патроны. Во-первых, нужно продать все ненужное, да? Ой, а где я 320 патрон-то уже успел за это самое залутать? патрон, Кацап. Очень хороший. 200 же. 320. 213. Нет, дорогой. Много Я надо, имею в да? виду для этого Такой 5,45 только у патрона. меня есть. Слушай, Не- давай, не деньги. покупай. Не Эх, знаю. Кацо, места М, нет 51 совсем, шарик. слушай. Анальный шарик надо продать. Брать куда будешь, слушай. Слушай, Кацо, на мутант лучше нет. Для снайперской винтовки Бери, продаться. дорогой. Такой Так, патрон всего нигде вроде больше по нет, максимуму. слушай. Остальное все надо продать, что не юзаем. Дорогой, я тебе как кунаку скажу. Покупай. не Покупай, пожалеешь. продавай. Тебя не смущает размер патронов? Такой только у меня 5,45? есть, слушай, да? Покупай. Вообще размер патронов. А они слишком большие, по всей видимости. По-моему, они Кацо, ты на гизель бронебойные. смотри. Да, Как стреляет, смотри. пиздец. Пех-пех, как стреляет. Для этого утеса. Бери, дорогой. Или как Такой утес. патрон нигде больше нет, слушай. Слушай, Не знаю, Кацо, гранаты у меня, ты по-моему, хочешь? все полные, но я, по-моему, им вообще не пользовался. Да деньги Кроме давай. как... этого мегасетра, да, валили. Всё эти. есть. Минами. А ты помнишь, как... ставить их? Кого? Как гранаты кидать? Нет, я забыл. На какую кнопку мыши.
Так, тут, по-моему, уже все, ничего не залутать. Так, а задание это по-прежнему то же самое, да, остается? Так, не, он мне говорит, иди назад. Или иди туда, не знаю куда. Да? Схвати того, не знаю кого. За пенис. Или не запомнить. Ну да. За что-нибудь интересное, во всяком Впереди случае. люди. Ждут нас. Хотят убить. Не Вред. знают, что мы уже здесь. Ой. Красные люди какие-то. Сталин пришел. Кто пришел? Сталин. Сталин. Чтобы немножко расстрелять Артема, да? Я промазал. Никого! Внимание, противник! Какой? Где противник? Я честно, я хотел по стелсу. Ой, не вышло. Я честно хотел по стелсу, блядь. Ну, но у меня получилось почти никого не убивая выйти. Блядь. Просто убежал. Прикинь. А как, оказывается, так тоже можно. Я видел такое у тебя. Полезное. Теперь понимаю, для чего. Принесу еще. Чё он мне принес? Ты, блядь, ты мне заметку лучше Я принеси. здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. А как мне заметку забрать? Что за фигня? Игра! Что с тобой? Ты с Минкиным пройди по маршруту. Ой-ой-ой, они опять тут. Клевицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Я что-то не понял. Есть! Как мне туда-то пробраться? Что-то херня какая-то, да? Надо взять копалку. Да, и нащупать там что-то. Может тоже пробежать? Потому что здесь вроде... Вон оно что. Вот оно как. Нормально. Блять, а он исчезать умеет, между прочим. Тревога! Блять, помер. Ладно, неважно. Ты с Минкиным пройди по маршруту. Может, еще караван нагонит. Клевицкий остается со мной. Заметка уже, оказывается, взята. Так что нормально. И фильтр, знаешь, оглушить, и сам еще фильтр забрал у него, блядь. Не догоним, точно. Они давно уже ушли. Надо попробовать. Ну и чё нам так? До упора идти? Ты без разговорчиков давай. Приказано делаем. Вперед. Все равно не догоним. Залутал, блядь. Это как Бэтмен, да? Бэтмен не убивает, блядь. Бэтмен просто не оставляет свидетелей. Да. Зато много фильтров. А это красные или фашисты? Учитывая то, что мы играем в метро,
Это одно и то же. Ну да. Встал, как шиш на блюде. А ну скрылся, бестолочь. Есть. Что есть? Мне что, вас всех за ручку везде водить? Ну-ка повтори полученный приказ. Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Очень красный, говорит. Ты смотри, не забыл. А где же тогда твоя скрытность? Или ты думаешь, что этот рейнджер, как тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну я... А тут чё? Ну, и никаких больше косяков. А то 3 нарядами больше не отделаешься. Понял? Так точно. А, тут, в принципе, что верхом, что низом одинаково, да? Идти, наверное. Не знаю, короче, я, короче, куда-то не туда пошел. Так, промедол. Да. Все-таки нужно низом. О, фильтр кто-то потерял. Чей туфля, да? Ой, блядь, как же это... Я всех переполошил, и теперь вообще все очень не очень. Я потерялся, блядь. Как все сложно. Что есть? Мне что, вас всех за ручку везде водить? Ну-ка повтори. Доставай калак и ратататата. Ратата? Та-та. Вратата. Опять люди. Опять люди. Знают о нас. Очень красно. Как? Очень Теперь хотят калак убить. 12. Чё, калаш? Калак 12. Какой калак 12? Калак. Калаш. Кто это? Калашников. А, кулашников. Блин, я опять что ли спалился? Доставай пушка. Так, мне налево. Шпиона ищем. А была же игра какая-то, да? Это СМЕРШ или СМЕРШ шпионом, да? Или что-то такое было? СМЕРШ шпионом? СМЕРШ с шпионом. Да ну брехня, какой один? Если все, откуда слухи? Пара тяжело раненых осталось. Пара самосвалов. Такое рассказывают. Зверь, а не человек. Зверь, а не человек, говорит. Правильно, фильтры у всех забирает, ходит. Разговорчики, смотрите там внимательно. Ой, они ж все туда смотрят. Ты оглушил, забрал фильтр. Ну да, Он все равно умрет. ну да. Зато ты не убиваешь. Ну да. Он сам задохнулся. Он сам. Это не я. Его убьет природа. Так что все в порядке. Он, главное, ходит, а его тут вообще никто не видит. Опять война. Вроде только что с фашистами замирились. И года Прям, не прошло. прямо за спиной вот просто херачит всех. А один сидит, ему вообще по барабану там. Он не оборачивается, ничего. Стекло, противогаз развел. Не слышали. Ну. То есть, так и надо. Все в порядке вообще. Сейф опять закрытый. А что ж такое-то? Блять, куда ключи эти девать? Тогда у меня такой вопрос. Нахрена они тогда нужны? Если, блядь, за 2 игры один или 2 сейфа было вскрыто. Это серверное, что ли?
Вот это кабеля, блин. А у меня такой вопрос, а чё они на меня агрятся-то все? Чё, Не знаю. чё я? Здесь тоже они. Чёрт Я красный. кому-то насрал под Боятся дверь? тебя. И все равно хотят убить. Буяцы, говорит тебе. Ясен хер. Артем. Имбища. Судя по всему. Как он тут это ходит, раздает всякого. Так, а чё, наверх можно как-то? Это лестница? Нет, это не лестница. Блин. Ладно. А в какую мне сторону? Налево. А тут их много. Слушай. Придется какими-то окольными путями попытаться, по крайней мере. Но игра не пускает. Так, подожди, я на чем вообще стою? Без ног. Причем? Короче, я ни хера не понял. Почему туда нельзя? Блять. Просто в упор, понимаешь? Просто в упор к нему пришел. А он даже не увидел этого. О, неудивительно, у тебя штука руки. По воздуху, да, просто этот. Автомат и противогаз. Может, ты сам черный? Они вообще никто не видит ничего. Я на свету тут вообще просто в упоре. Ты на нем уже стоял. Да, практически. На шею к нему, блядь, залез уже. Так, подожди, я что-то не могу понять, как мне выйти-то? Застрял? Да я не пойму. Короче, что-то вообще как-то... Может, он дальше пройти? Я вылезти не могу, вот в чем проблема. Кто? Вот он, где, блядь? Вытащите меня. К бою! У нас гость! Я... Вот он. Вот там происходит. По идее, ну, нужно типа вылезти здесь. Но он в текстуру упирается и головой. И все. Вот. Как-то пройти надо. Либо вылезти, я не знаю. Короче, блядь, как-то они меня... Попробуем другим путем, потому что здесь что-то вообще не получается выбраться. Ты его знаешь. И он тебя. Ой, ты выбрался? Ты его знаешь, говорит. А кто это? Кхан?
Бурбон? Что? Кто это может быть? Что это было? Биохазард. Здорово, лесничок. Как все, спокойно? Или лесничий какой-то. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно. Пост сдал. Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание Лесницкий, вируса. Морозов. У вас, кажется, Кто были эти все люди? подходящие, деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Тут всю игру озвучивает 2,5 человека. Дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал. Корову вирусы хотят там по подземелью распространить. А, вот, тетка. Это мы еще посмотрим. У меня есть неплохой козырь. Ты... Так ее освободили же, по-моему, уже Артем ее, да? Тем дело уже того, вроде как. Ну, освободил и это ж туда-сюда. Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. По идее. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ В том стриме же Очень аж интересно. YouTube Но монетизацию больше не снял могу. из-за сисок Устал. на стриме. А на Гамгунисе этот, как его, снял. Он сначала поставил 18+, а потом и апелляцию отправил, он говорит, и все нормально, показывайте сиськи. Так, давай, единственная верная концовка. Он очень плохой. Но ты прав. Убивать хуже. Надо было его завалить. Или он его уже завалил. Ну, Да, все равно задохнется. Ну да. Только вход на Красной площади. Повторяю. Использовать только вход на Красной площади. Вход на Красной площади что-то надо использовать. Так, где у нас этот ящик с заданиями? Полис, добраться до поля. Это мы уже слышали. Депо, добраться до Красной площади. А как он с Красной площади в Полис пойдет? Видимо, как-то. Я думал, сидит кто-то, а это дырка в бетоне. Щель, разлом. Так, а есть что залутать? Метро 2034 книжка тут есть. Так, ну мне прямо, по всей видимости. Но я никого не убил. Практически. Просто это, раш по центру получился. Блять, пиздец голова, да? Посеял ветер. 3 шага по улице сделал и все. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В Полисе созывают мирную конференцию. Смешное Город глупо. призраков. Война уже началась. Призрак. И не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до Полиса. Я должен разоблачить добраться до лжецов Полиса. и встретить бурю. Встретить бурю, говорят, надо. В пустыне. Так, вообще, я как бы предлагаю сделать перекур, потому что время уже сколько? 13 минут, 14 минут 22-го. Давай. Как бы час-то уже прошел, да? Да. Прошел. Вот, поэтому, в принципе, давай перекурчик сделаем и потом продолжим. Здесь А тени. вот сейчас он проговорит. Много. Не видят меня. Здесь говорит Не тень. слышат. Живут и не живут. А Очень где? странно. А, вот, смотри, призраки. Я вижу мертвых людей. И хера. А?
Ни хера, говорю. Вообще. Как эти люди называются? Которые видят мертвых людей? Сумасшедшие? Что ли? Или как, экстрасенсы? Или кто? Я помню, да, это давненько как-то сериал был «Говорящие с призраками» с бабищей. Не помню, как ее зовут. Вот. Так, а если я противогаз сниму, будет плохо? Вот здесь в углу подышу травинкой, да. Будет плохо. Так, ладно, тогда я ставлю перекур, чпачку, заглушку. Перекур. А? Перекур. Да, через пару или 3 минуты продолжим. Часов. Как? Селфи? Да, давай, пошли.
Раз, два, три, пять, 7. Перекур убираем. И... продолжаем. А вообще, какое задание? Мертвый... Смотри, мертвый город. Исследовать мертвый город и найти... Мертвый. Мертвый город. И найти проход на Красную площадь. Я, конечно, понимаю. Но... можно, конечно, полутать что-нибудь. Попытаться. По крайней мере. Так, давай дрободан сразу возьмем, православный. Потому что... так, шаги. Так. Какие-то флешбеки. Тут всякое происходит, оказывается. Что там? А ты где? В городе призраки. Это первый перевалочный пункт. Продолжаем исследовать район. В Большом дворе к северу еще одно убежище. Пока ничего необычного. Одни мертвые дома. Пока ничего необычного. Ладно. Немедленно! Здесь гиблое место, нет времени объяснять! Повторяю, немедленно уходите, иначе смерть! Немедленно уходите, говорят. Я все понял. Мы это заслужили. Я это заслужил. Что же мы сделали с нашим миром? Не ищите меня, спасайтесь. Я так понимаю, сейчас кого-то найти нужно будет. О, Порт Вейн. Налей. Тут по эти шаги, вон, это самое, флешбэк с мигалкой у него был. Чё так ярко? Подожди, а в какую сторону-то мне вообще? Это первый перевалочный пункт. Так, это я уже слушал. Продолжаем исследовать район. В Большом дворе к северу еще одно убежище. Пока ничего необычного. Что-то ничего интересного. Радиация щелкает только. Залутаем фильтры. Вот фильтры нужны. Вот чё. А сколько вообще? На сколько? О, на 10 минут. Слушай, есть фильтры. Качели. Блять, опять сейф. Сколько можно? И опять закрытый. И опять к нему нет ключей. Это что-то... О, ключ! Но не от этого сейфа. Да, скорее всего. Нет, от этого, слушай. И там что-то, что я не могу взять. Петушитель. Нет? Что там? Блять. Это мины. У меня есть мины. Нахрена тогда спрашивается? Почему ключ в толчке от сейфа? Почему сейф там лежит? Так, надо фильтр поменять. Так, заметка. Надо не забыть еще заметки потом почитать. Почему тут красная скатерть? Что? Красная скатерть. А вот это да, кстати, интересно. Очень сильно выбивается из общего контраста. Такое все серое, такое мрачное. И тут такая красная скатерть. Вот это вот интересно. Почему так? И ни одного трупа, заметьте. Очень подозрительно. Вообще. Оу! Дети, радуга, баскетбол. Ты видел?
Маленький человек здесь. Ищет другого человека. Не такого, как ты. Женщину? Да, женщину. Маму. Маленький человек. Я убийца, а я ребенок. Вот, тебе пригодится. Что он мне дал? Вы чего охуели потом в конце? Ну, Буду недалеко. он мне фильтр дал. Я только что миллиард штук их подобрал. Я, кстати, GTA Vice City. Убийца ребенков. Это Чё смонтировал. GTA Vice City? Монтировал. Нарезку? Да. Где ты читеришь. Хе-хе. Я там поставил из перевода фразочку. Одну? Нет, на самом деле две. А он может, интересно, стрим переводить в онлайн режиме? В онлайн нет, он... Короче, ты нажимаешь, он через какое-то время присылает уведомление, можешь смотреть, типа... Ой. Какие-то тени. Мертвых людей. Они сидят за тобой. По всей видимости. Вообще, смонтировать бы уже Seven Sins мне. Декабрь скоро. Да. Пора бы. Вот, и уже как-то посмотреть, как что пойдет. И, может быть, какой-то другое разбор сделать. О, разборы, они заходят так. Как мы видели. Да. Поэтому, наверное, надо будет что-то еще такое записать. Что, GTA 3? Или что там еще пройдено было? Не знаю, что можно. Что можно сказать о GTA 3? Ну а что? Разбор делать? Прохождение его? Ой, пианино. Стиралка. Опять этот медведь. Стирай трусы. Ух ты. Какой медведь? Ох, медведь. Ой. Флэшбэк. Красиво. Так вот, Мне как зачитают? это называется. Опять, наверное, за Музыка. хорошее действие. Теперь буду знать. Красивое. Красивое, как и этот. У патроны. Нет, все-таки кажется, это плохое действие было. Да. Значит, идем правильно. Все, к единственному верному концу. Так, а мне туда, да, прям. Странно. Ёпта. Глазам не видно плохо. Как он Тени появляется видно так внезапно. Сволочь. А он, слушай, он периодически красным вот становится, значит, он тоже типа злой. Значит, его надо запенетрировать. Я так понимаю. Раз он сам говорит, типа, красные злые, блин. Ну, давай я тебя за ляжку возьму, тогда в окно выброшу. Раз он это... Меня фура убил!
Впереди звери. Не знают о нас. Не видят. Голодные. Голодные звери. Так, направо надо. Давай пошаримся здесь. Он мне что-то показал? Ой! Телеканал. Это тоже настрочная таблица. Помыться? По-моему, там занято. Это же книжка какая-то. Метро, наверное, да? Там не видно ни хера. Что там ну, что-то там написано. Что на сзади? Ну, сзади. Я не знаю. Я тоже. Че, Яндекс идет? Не заблочили еще. Идет. Отлично. Так, он мне что-то принес, мелкий. Маленькая смерть. Это для твоих врагов. Маленькая смерть, говорит. Что он мне дает? Я догоню. У меня полный боекомплект вот этих патрон. 5.45. Так, не вой. А то он тут это завыть собрался. Качели скрипят такие. Но это ветер. Я надеюсь. Так, тут схрон. Должен быть. По идее. Выбивай окно. Да, вот. И либо войти как-то. Да. Свет, что ли, включил? О, давай послушаем. Осмотрели все прилегающие дворы. В соседнем можно подняться на крышу дома по лестнице. Оттуда переход, ведущий в сторону Кремля. О, переход в сторону Кремля где-то есть. Начался ураган. Торчим здесь уже 5 часов. Серый услышал какие-то А где трупы-то их? Серый что-то услышал. Один мы видели. А, в ванной, да. Мылся. Может, он спал просто? А? Может, он просто спал там? Ну, придремал, молясь. Так. Что еще залутать можно? Серый услышал голоса, вышел проверить и не вернулся, по всей видимости. Вокруг какая-то чертовщина. Попробую добраться до депо и спуститься на Ганзу. Какая-то черта. Да понятно, мы уже тут видели всякое. Так, ну тут вроде нет ничего больше, да? Тогда... Выключаем свет, надо экономить. В целом тут вроде все больше. Жизни вы сделали меньше, чем смерти. Таких нахожу мало. Чё ты мне припер опять? Пармидол, а у меня полный. А, вот он. Вышел проверить, его сожрали. Отлично. Так, надо... Я вроде на правильном пути, наверное. но это не точно. Вообще. Так, а мне влево или... О, смотри, тень. Ёпта.
Смотри, ракеты летят. Как мою семью. Вот как это называется. Ракеты. Ракеты. Запомню. Ну да, я ж там это самое. Артем навел всякого. Шороху, да? Джазу дал ракетами. Блин. Так это не тогда был. Или ты о чем? В прошлой игре. Или это черный про эти ракеты самые? Про ракеты, которые Артем навел на этот черный дом. Это че такое с телевизором? А что с ним было? Блин, а я уже не залезу, по-моему. Так, а мне прямо. Я как у Сосон. Туда-сюда прыгаю. О Сосоне. Сосоне. Еще какой Сосоне? Ой, кто-то стреляет. Надо фильтр поменять. Что такое? Почему все взорвалось? Пожар. Пожар, а как пройти-то теперь? Через огонь. Ну, в принципе, да. Тут, видимо, схрон, да. Дома вокруг хорошо сохранились, но никаких складов поблизости нет. Аудиозаписки. Попробуй осмотреть все внимательней, но по первым прикидкам ничего особенного. Хотя для промежуточной базы место хорошее. Серый, Жора, уходите отсюда. Если услышите это, уходите немедленно. Я отбегался. А чё с ним? Вряд ли кто услышит, но все равно. Живите, верьте в жизнь. Верьте в жизнь. Может тогда они поймут, что умерли. И успокоятся. Короче, всех сожрали призраки, я так понимаю. Дома вокруг хорошо сохранились, но никаких складов поблизости нет. Попробуй осмотреть все внимательней, но по первым прикидкам ничего особенного. Ни хера не понятно. Для промежуточной базы место хорошее. Серый, Жора, уходите отсюда. Погоди, Серый, Жора, их же уже сожрали. Как они сюда дошли? Ой, а что-то много. Как кидать гранаты? На какую кнопку? Я забыл. Я и не помнил, кстати. Сиди, жди. Типа как... А, подожди, когда они бегут, надо типа куда-то прятаться? Так что ли? О, слушай, а дождь закончился. Я фильтр поменял зачем-то. Матрац. Мотоципа. Склею ципу. Здесь нужно вверх. По лестнице? Теперь знаю. Да. По лестнице. Ну, давай лестницу. Ау. Там крылатая. Будь осторожней. Зачем ты начал? Короче, я поднялся по лестнице, и мне засчитали какое-то хорошее действо. За что, блядь? Сломал лестницу, блин. И сразу это самое. О, Кремль! И вот это вот все. Где Кремль? Это гнездище? О, там заметка.
В оконную заметку. Это гнездище его, нихера себе. Ой, он меня на соседнюю крышу отнес. Вот это вот не очень прикольно. Не, это по сюжету. Ты думаешь? Как бы ты перебрался? А, нет, то это та же крыша. Ты тратишь патроны. А он не может, что ли, сюда пойти или что? Может, мне какое-то действие зачитают, если я его завалю? Ну да, завалил. Убил. А можно было уйти. Была не красная. Просто защищала ребенка. Короче, я плохое действие совершил. Но мне нужна была заметка. И фильтр. Просто защищал и говорит ребенку, ты это ребенка завалил. Да. Ни одна мразь не улетит. Пиздюк. Еще один. Все. Они из голубей произошли? Или из кого? Ой, опять. Ну да, типа из голубей, наверное. А вот ребенок. Фак. Он до сих пор не понял, что умер. Думает, что сейчас придет мама. А она не придет. Мама не Никогда. придет. И ко мне тоже. Потому что вы всех убили. Вы всех. Да, правильно. Нормально. А хер ли они нападали? Ну как, в книге они не особо нападали, они на контакт просто хотели пойти, а люди не могли их понять. Немножко на другой частоте мозг работает, и поэтому вот паническая всякая вот эта вот херня у людей случалась. Один Артем, избранный на все метро, мог с ними говорить. Вот, в общем-то, такая фигня. Ну и может сейчас вот контактировать. Так, фильтры, новый противогаз. Кто-то там большой ходит. И это мне что-то не очень нравится. Грибы. Что за фигня? Откуда здесь гроза под это самое в подвале? Ёпта, метро. Прикинь. А, флешбеки у него. Старые случаются. Покупайте мороженое. Это не тень. Ты сам. Давно. Очень давно. Да я уже понял то, что это я сам. Очень давно. И ускакал. В закат. Хорошо, не хохоча еще. Ну да. А то бы мог. Так, а я отсюда пришел. Так, можно зажигалку включить хотя бы? А то ни хрена не видно.
У него опять с матрицей проблемы. Темно, как... Чё? Кто? Матрицы проблемы опять. Да. Где твой фонарь? Вот он, я его пытаюсь включить, и артефакты идут. Кроток рис. Убежал. Короче, непонятно, что там должны были показать, но там, сука, слишком темно. Там ни хера непонятно, поэтому... О, смотри, свет в конце туннеля. Куда-то им нам надо. Ну, типа, да. Иди на свет, и вот это вот все. Конец главы. Отсюда я знаю только одну дорогу в Полис. Через Красную площадь. Соединюсь с нашими. Расскажу им все, что знаю. А там уже и до цели рукой подать. Скоро все кончится. Скоро все кончится, говорит. А я вот еще не знаю, там на сколько часов еще игра. Красная площадь. Здесь опасно, Артем. Не как раньше. Я чувствую. И буду с тобой. Скажу, что делать. Здесь опасно, говорит. Ну, я уже понял по паутине. Ты тоже их чувствуешь. Значит, тебе будет легко понять. Кого я чувствую? Опять какие-то флешбеки у него. Это центр. Все дороги ведут сюда. Вот почему они не смогли уйти. Кто не смог уйти? Почему не смог уйти? Игра, блядь, ты мне расскажешь вообще? Они здесь. Очень давно. Их много. И они знают, что мы чувствуем. Кого давно? Кто здесь давно? Призраки? Людей вот эти вот? Они не красные. Просто здесь их дом. Если уйдем, они не тронут. Это из-за страха. Они защищают свой дом. Так, говорит, если уйдем, они не тронут. То, ну да, не тронут, блядь. Зато меня уже кто-то по заднице бахнул. Надо же пощупать. А? Надо же пощупать. Ну да. Короче, можно я просто пойду вперед? Видимо, нет. Ну, я пытался уйти мирно. Промедол, патроны, вот это. Так, у какого-то соседа сверху очень весело, я слышу музыку. Так, подожди. Так, надо фильтр поменять. В какую мне сторону? Тьма. Идет тьма. Нужно спешить. Череп пролетел. Идет тьма. Нужно спешить. Куда? Я что-то заблудился. А, все правильно. Быстрее. А вот тут Ветер. флаги. Опасно. Ветер. Здесь тихо. Лучше подождать. Слушай, какие-то аномалии вообще. С погодой. А самолет с флешбеками здесь или он уже был? Нужно идти. Успели. Сейчас снова будет буря. Да. Буря. Я смотрю и вообще ничего не понимаю. Пока опасно. Я пока тоже не очень понимаю, что происходит.
Какие-то галлюцогенные болота или что? Опять можно. Пойдем. Почему он видит мертвых людей? У меня вот этот вот такой вот вопрос. О, Время идти. Они не успели. Он боится. Хочет домой. Не красный. ну вот не... Говорит, не красные, те тоже не красные, блядь. Мы не одни. Лучше уйти. Если уйдем, не тронут. Те тоже не красные были, однако ж это, за жопу-то меня пощупали. Ты тоже чувствуешь, Артем? Не бойся. Я рядом. Говорит, тоже чувствуешь. Ой, руки. А черный, ты мне помогать хотел же. Почему черный экран? Нельзя стоять. Я помогу. Не тревожь их, Артем. Да. Иди рядом. А, не тревожь, иди рядом. А может, в них пострелять? Они давно здесь. Их много, но все они в одиночестве. Только страх и боль. Какие-то в натуре. Не могут уйти. Вот прямо И подходит, хотят, да, чтобы то, с что я ними ставил кто-то в начале стрима. Вот это вот. У нас было 75 таблеток кислоты, и вот это вот все. Что это за пещера? А? Что это за пещера с руками? Пещера чудес. Арабская ночь. И вот это вот все. Алмаз неграненый. Зачем я кругами тут бегаю? Ой, это мавзолей. И Ленин такой молодой. Так, по всей видимости, мне сюда. Я зачем-то опять фильтры меняю, просто так. Тут босс-креветка опять будет. Что-то локации похожи слишком. Артем, здесь злые. Много. Очень красные. Много очень красных злых. Так. По всей видимости, раз огонь, значит здесь все-таки злые KGB-шники, да? Так, не, го. Короче, по стелсу. Еще один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артем! Да, сколько веревочки не виться? Ну что ж, Чё, наша? так, отставить бросать оружие! Товарищи бойцы, относительно этого рейнджера у нас особый приказ от товарища Корбуда! Уничтожить! Огонь на поражение! Нельзя стоять. Я помогу. Это зеленые. Не могу больше. Устал. Вперед! Уничтожить! Выполнять приказ! Так, тут по стелсу не получится. Я помогу видеть. Поможет видеть. Молодец, блин. Только мне от этого мало толку-то.
Вот если бы он взял волын, тогда, мне кажется, от этого толку было больше. Устал. Так все-таки это красные. Вроде зеленые были. Ну, были, да. Так, я не пойму, откуда стреляют. Я вообще ничего не понимаю. А ведь у тебя был шанс. Оставался бы у нас на красной линии. Где-то он там бегает. Ну ладно, сбежал ты тогда. Так хоть сюда бы не лез. Ну думай, Теперь его поймать еще надо. думаешь, Корбут забыл про тебя? Размечтался. И я не забыл. Все светится, все моргает. Это пиздец. Не захотел по-хорошему. Не захотел с нами, значит сдохнешь тут. В общем, Артем, прощай. Бойцы, заканчивайте с ним. А чё он мне теперь больше не показывает, этот черный? Ой! Что-то с него лута упало. Дофига. Блять, да где он? У нас потери. Вон. Явился, значит? Не трус, это точно. Давай, Рейнджер, режь, убивай, как ты. Или трусик. Чё, сотряслись поджилки? Блять. Сука, неужели все заново? Явился, значит? А, нет, блядь. Точно. Сука. Хорошо. Давай, Рейнджер, режь, убивай, как вы привыкли. Или струсил. Что, Артем, сотряслись поджилки? Мне бы противогаз где-то надо быть. Так, как кидать гранату? Скажи мне, пожалуйста. На Б. На Б? Б. Или П. Да блин, да нет! Явился, значит? Не трус, это точно. Давай, Ребята. Рейнджер, режь, убивай, как вы привыкли. Или струсил. Что, Артем, сотряслись поджилки? Блять, да на какую, сука, кнопку-то? Тебе не мутантов жечь. На С. Явился, значит? На С, сука. Не знаю, там без разницы. Режь, убивай, как вы привыкли. Или струсил. Что, Артем, сотряслись поджилки? Это тебе не мутантов жечь. Да
какого хуя? Что делать-то? Явился, значит? Не трус, это точно. Кто тебя убивает? Давай! Да сверху стоит, блядь. Убивай, как вы привыкли. Или струсил. Что? Это тебе не мутантов жечь. Так, а туда не пробраться. Не знаю. А что делать-то? Мне прямо типа надо. В эту щель лезть. В какую щель? Ну, откуда стреляют? Так как я то проберусь-то? Ну, убить того, кто стреляет. Ах ты как! Силен оказался! Во, Закончишь дело? гранату я его выкурил оттуда. Давай, Артем! Поднимайся сюда! Гоняться за тобой я уже не могу! Но мозги вышибу, не волнуйся! Молодец ты! Молодец! Ну тут, Ну, давай! в принципе, проще оказалось. Он совсем не красный, не злой. Ему просто грустно. Не понимаю. Кому грустно? Я его только что завалил. Говорит, он не красный. Ясен хер. Он уже никакой, блядь. Погрустнел. Ну. Так, а если я сниму противогаз в церкви-то, блядь? Че? Нормально же должно быть, да? Молодец! Без страха и упрека! Это еще что? Что еще за тварь? Меня натравишь? Герой! Что-то вообще непонятно, что произошло сейчас. Эксперимент на Октябрьской можно считать удачей. Вирус быстро убивает. Вирус, а затем квартирус сразу теряет какой-то. активность. Осталось лишь взять Д6, чтобы добыть достаточное его количество и сможем очистить все метро. Итак, товарищ Морозов, у нас всего один шанс сделать все красиво и четко. У Ордена хорошие бойцы, Чётко. но их мало. Все входы им не перекрыть. Наша разведка нашла слабо охраняемый вход через Кремль. О, Мельник будет на переговорах в Полисе. Командовать он не сможет. Тут-то мы... неумолимо движемся к финалу, по всей видимости. Неделя, и наступит новая. Все-таки у меня есть шансы за 5 часов пройти игру. Артем! Решай. Уйти, помочь. Решай. Здесь нельзя долго. Артем! Не бросай! Фильтр! А куда у него фильтр делся-то? У него не было. А зачем он тогда в противогазе без фильтра ходил? Прощение. Не знаю. Спасибо. Я запомню. А можно у него забрать? Так, а дальше что? Залутать ничего нельзя, да, насколько я понимаю? Тут просто нечего. Ладно, попрыгали дальше. У меня противогаз, все, как бы, на этом заканчивается. Практически. Теперь бы только успеть. В Полис.
на мирные переговоры. Мира не будет. Будет война. Самая последняя. Теперь я знаю ответы на все вопросы. Пашина голова — это кладезь преступных планов Корбута. Специально на последнюю битву у меня есть некоторый тренер. Вот. Потому что есть все шансы, что я не смогу в нее просто так. Хотя когда-то проходил. Да и сейчас мы, по-моему, это ни разу, да, не пользовались ничем? Ни в 33-м, ни... Тут что-то странное. Погоди. Нет? Ну вот. Но какой ценой, блядь? Просто. Я столько... Я должен увидеть. Что-то он должен увидеть. Так, а я пока залутаю что-то. Полис, сообщите о готовящемся... Чему, блядь, я не вижу. Из-за этой... А, нападение на D6. Так, пока пытался высмотреть, я куда-то упал. Так, вот, флаг. Значит, я на верном пути. О, опять это как дракон с осетром бьется. А чё теперь, в обратку, что ли? Я ж, по-моему, уже был на этих болотах. О, противогаз новый. Такой же, только новый. Так, а в какую мне сторону? Туда. Вроде все правильно. Вроде даже недолго. Просто уже насрать. Просто бежишь и ничего не лутаешь. Тут всякие... Так, я что-то подзастрял. Так, и, видимо, я куда-то не туда пришел. Так, подожди. Мне туда. Да, я что-то не разглядел, куда мне надо, и прибежал не туда. О, медведем. Как с этой ебаниной бороться? Чё? Кажется, приплыли. Но это уже это, это я точно помню, уже игра к концу подходит. Там вот, по-моему, через миссию, или может быть следующую, или может быть через 2 уже финал. Единственно верный, напоминаю. Единственно правильного прохождения. На стрим Куб.ру. Блять, вот не зря ж тут арена вот эта, да? Она защищает детей. Осторожно.
Можно я уйду? По всей видимости, не получится, да? А чё, так легко, что ли? Бережет спину. Там она беззащитна. Ну нет, она еще... Она еще не сдохла. Или все? У меня патроны-то кончаются, между прочим. Я не пойму, она... Ага. Все, убежала. Ура. А слушай, а как в это, там, в Скайриме что-нибудь с большого босса залутать что-то можно? Я не знаю. Фильтры, не знаю откуда, но мало ли. Артём, О, свои! сюда! Слава богу. Здорово, хомисы. Неужели? А это кто? Ой, а это... Кто сюда ребенка без Это противогаза? черный? Что Ёб за... твою мать. Да, это он. Это он. Дитя нового мира. Черный. Нет, не стреляйте, полковник. Тогда держите его подальше. А то я за себя не ручаюсь. Этот зеленый, а этот желтый. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артём, можно с ним пообщаться? Забудьте о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. И он покажет вам. Нет. К тому же сомневаюсь, Писку. что от него будет толк. Но вы действуйте. Только живее, пока я не передумал и не пристрелил его. Опять этот... галюны пошли. Мефедрон О, действует начал. я понимаю его. Вижу его мысли. Весь стрим в И галюнах. слышу твой Да. Ты можешь Обожрался читать активированного мысли угля простым с прикосновением? яблочным С соком. ним Перемешку. не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили. Давно. Так Установили, вот да. почему ты особенный, Артём. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя звали. Сектор Я слышу. приз на Открой. барабане. Погоди-ка, где-то я... Это же одни из закрытых ворот D6. Кодовый замок. Что там внутри? Давай откроем, посмотрим. Мои. Мои. Они там. Мои. Они спят. Да это же... Это же... Смотри! Они в спячке! Он не один! Я должен их разбудить. Им пора жить. Нам всем сейчас туда. Если сможем, откроем тебе дверь. Там смерть. Рядом. Вокруг. Но я должен. Иначе останусь один навсегда. Помоги нам, и мы поможем тебе. Я сделаю. Что надо? Я должен их разбудить. А к ним нельзя? Что-то придумаем. Пожалеем, муки сонные. Неужели мы пришли к хорошей концовке или что? Не, вряд ли, мне кажется. Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад.
У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Придется? Тогда он выручит нас в полисе. А чё, Артём вырос, Берите что ли? его с собой, и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. Чё-то он, ну, блядь, слишком огромный стал, мне кажется, нет? Он не единственный, не последний. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их. Но он согласился подождать чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, Черный сможет открыть для нас мысли Москвина или самого Корбута. И, возможно, заставит их остановить это безумие. Это наш последний шанс. Принуждение к миру. Вот он рассказал всякое. Артём, про Октябрьскую мы узнали от Хана и заявили протест Москвину. Но тот ничего и не отрицал. Мол, к счастью, рядом с Октябрьской проходили учения их санитарной роты, и, пойдя на жертвы, вспыхнувшую эпидемию удалось заглушить зародыш. А иначе она охватила бы все метро. А, вирус! Да так бы и я поступил. Но ведь агент... Помнишь, там эти лежали всякие, помирали в изоляторе коровном? Ну? И что? А я, блядь, полстрима, блядь, сидел и думаю, сука, что за вирус-то, блядь, откуда? Вон оно, что, оказывается. Блин, слушай, в натуре он какой-то здоровый стал. Что с ним случилось? Смотри, а тень полная. Смотри, оказывается, есть у него ноги, вон есть. Нет уже. А? Нет уже ног. Ну, на тени есть. О, смотри, как это бегает плавненько. Москвин? Какая разница, чего он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, D6... Пока Москит говорит, что-то там этот случается. договор вы скрепите своей кровью. А что, есть идеи получше? Притащили сюда эту обезьяну. Что теперь? Притащили, Разговор говорит, окончен. обезьян. Следуем в зал совета. Много разных. За мной. Ну, одну. В данном случае. Вообще, может, перекур? Полковник, разрешите доложить? Сколько время? Отставить. 17 минут Всем 23-го. силам орденов, 18 D6, минут полная боевая 23-го. готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он Еще в час курсе. прошел уже, да? Даже больше. Ну, как раз час. Только бы пронесло. Должен быть. Блять, тут ничего не залутаешь, да, кажется? Там записка Где записки? на диване. Где? А, во, в натуре, а я просмотрел. Чтоб эту записку взять. Из заключения официальной части слово предоставляется лидеру красной линии, товарищу Москвину. Товарищи, я не побоюсь этого слова, друзья. Мы также считаем... А будет стриптиз? Готовься, Артём. Блин, в натуре, посмотри, почему он такой здоровый-то стал? Мир во имя наших детей! Ура, товарищи! Вы Что за лжете! фигня? Он вырос. Хан, с ума сошел? За одно видение, за один флешбэк. Просто поверь, хоть раз! Каблуки одел. Кто вы такой? Охрана! Выведите его отсюда! Рейнджеры, отставить! Артём, малыш, ваш выход! Пошли. А, это этот Гитлер местный. Типа. А он туда побежит, не зря же там открыто. Или что-то там должно случиться. Боится пиздюка. Вот. Товарищ Москвин, вы должны меня поддержать. Иначе могут всплыть некоторые неудобные подробности смерти вашего брата. Ой, а тут... В какую сторону идти? Ваш брат говорил о необходимости устранить исходящую Или тут без разницы? угрозу. Что? Какую угрозу? Один Корбут, Мы же братья. другой не Корбут. Он думает, что вы завидуете ему и боится за свою власть.
С ума сошел? Совсем уже? Ну, сейчас я ему все выскажу. Боюсь, словами удар уже не отвести. Нужно его упредить. Не знаю, давай тут посмотрим. В эту сторону. Максимушка. Из-за такой ерунды. Рад, что мы с тобой поберились. Вы выпьем же. Ну, выпьем, да. А, вы выпил и это ж. Отравленная огненная вода. Оказывается. Единогласно. Генеральным ЦК ПКМ, что-то там. Что смотришь так на меня? Глазами своими честными. Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корбут тебя сдал. А теперь меня Короче, он его отравил. за яйца держит. Получается. Из-за тебя! Вроде как. Но это не точно. Прости. А Прости знать бы, меня. кто это? А? Андрюш. Точно, да. Нет Кого? мне Кого? прощения. Зачем? Кого? А ты все равно. В этот местный путлер отравил своего этого Прости. брата Андрюшу зачем-то. Что это? Что было? Я вслух? Так, значит. И мне что-то подсыпали. Как брату. Да. Отравил. Брата своего. Но Корбут. Я идиот. Думал, он спасти меня хотел. А он так власть взял. За горло меня взял. Записку меня взял. Сейчас За жопу меня взял. Т-6 штурмует. А там вирус этот. А, это все, сейчас Если конец он будет. этот вирус Тогда захватит, надо точно перекур делать. Конец. Ну вы же руководитель! Потому что потом заметки еще читать. Отзовите войска! Или хотя бы задержите! Выиграйте время! Здесь все ясно. Скорее, на вокзал. Т-6 мы не отдадим. За мной! Резкое переключение сцен. И в слоумо. Обязательно. Геройском просто. В белый свет все вбегают. Давай, давай. Одевай броню. Брезентовые рукавицы одни. Нормально. Охеренная защита, да? Ой, это живая, смотри, это страшное бабище-то. С сиськами. Если вы проиграете, то будет плохо для всех? По-моему, ты Тогда сейчас выглядишь как босс Я вертолет. должен спасти Самый своих. настоящий. Да. Ты хороший, Кстати. Артём. Тут еще тогда можно поспорить, на какой стороне мы находимся. Он ушел. Последний Он бой. сделал, что мог. Он ушел. И ушел. К своим. Я не Он могу ушел его к за это своим. судить. Остатки человечества добивают друг друга в последней схватке. Это не его война. Я надеюсь, он сумел простить нас. Меня. За то, что мы сделали с его братьями и сестрами. С его матерью и отцом. Тут может быть две концовки. Либо, блядь, Артем взорвет все метро, либо черные придут и спасут всех. Вот. За каноничная штука считается, ну, где Артем, получается, выживает, потому что же он куда-то на поезде в Эксодусе поехал, а если бы он взорвал себя, он бы уже никуда не поехал, я так подозреваю. Поэтому не знаю, ну как... Да, мне кажется, это вообще никак не связано с друг другом, кроме Артема. Может быть, там другой Артем, может быть, там другая Анна.
И, блин... И Анна другая. Да, потому что, сука, один единственный вопрос. Где пиздюк Артема в этом, в Эксодусе? Его сожрали, я не знаю. Чучел из нее. Что с ним стало, если вот сейчас в конце вот этого Last Light Анна вылупит личину со своего, с Артемом совместного, и как бы, блять, сука, почему, как? Но я еще не играл в Exodus. Так вот, мне немножко рассказывали. Вот, а Exodus выйдет погулять попозже у нас на каналах. Вот, после San Andreas и после Dragon Age Origins. Потому что нужно пока сосредоточиться на другом. Вот. Короче, последняя миссия, по всей видимости. Сейчас начало и делаем перерыв. Паузу. А можно патрон где-то подкупить, например? Нет. Интересные люди. Так, короче, чё? Перекур очень надо. Так, перекур. Все. Перекур, да. Через пару минут продолжим.
Накурился. Как бы это двусмысленно не звучало, но... Так, перекур отключаем. И финалочка, да? Вон тут и мельница, это буран. Положение критическое. Отдайте патронов в... Так, а я звук-то включил, да? А я его и не выключал, кажется. Мельница. Так. Короче, дальше что? Ну что ж, началось. Наступает с 3 направлений. Дайте патрон залутать. Бойцы! Ребята! А почему эти в поезде Все вы сидят? профессионалы, и каждый из вас стоит 5 красных. Речь толкает. Как вы делали Мельник. ее всегда. И мы победим. Спарта! К бою! Спарта! Это Спарта! Отдайте патрон-то, пожалуйста. Вот, все набрал. Заметочка. Так, а без меня не начнут, да? Я так понимаю. Так, что? Можно вундервафлю какую-то? Нет, не можно. У нас, короче, самое совершенное оружие. Так, а патрон-то можно где-то взять? Ты же взял. Ну, взял-то чуть-чуть, или, подожди, или у меня полный боекомплект. Так, а противогаз можно? А, он и так снят. Все уже полное. Так, фулочка, да, получается? Да, 116. Да, фулочка. Хватит там возиться! Давайте сюда! Он в тяжелой броне. Проверить снаряжение. И выше всех. Да он и был выше всех, без брони. Почему-то. Заранее ему модельку такую. А вот тут патрон еще есть. А можно за пулемет? Тут по стелсу не получится, да? Артем в Блядь, уже завалили. Говорит, убьют, ведь уже убили. А я хотел за пулемет. Можно так? Давайте сюда. Проверить снаряжение. Или нет? Или я не могу все-таки? Приготовиться. Так, а можно я вот сюда встану? Тут отступать некуда, я так понимаю. А тут, в принципе, можно и деньгами, да, уже стрелять? Тут уже пофиг. О, можно гранат покидать, наверное, да?
Слушай, не так сложно пока что. Отходим! Мэйдэй, мэйдэй! Артема контузило. А целиться не может. Куда мы забрались? Блять, опять убили. Говорю, не так сложно. Да? Куда отступать-то? Я вообще не понимаю. Он говорит, за мной, значит, нужно идти, по всей видимости, да? Я пока не понимаю, что от меня требуется. Чё, перекур? Что ли? Сохранение. Танкер. Танки. Что делать с ним? А есть это РПГ-7, там что-нибудь такое? Там подсвечивается, куда стрелять. Охуеть, колесница, блядь, просто. Куда уходим-то? Победа? Наша взяла! Отбили! Мужики, мы отбились! С рейнджерами не балуй! Внимание! Они еще не вылезли! Сержант, доложите обстановку. Комбат, мы вытащили
вытащили раненых! Наши сопровождают их до точки эвакуации! Отлично! Перегруппироваться и приготовиться! Сейчас снова попрут! А он этот Ульрих, в смысле Ульман. Еще заметка. Ого, смотри, какая хрень. А у них тоже бронированные какие-то пошли. Чё так много-то? Они там вообще бесконечно спавнятся. Патрон-то где взять? А? Блять. О! Ну вот, кажется, справились. Молодцы! Сгорел на работе он. А? Сгорел на работе. Да. Подпалился. Комплекс заминирован. Я уже, по-моему, этими денежными патронами не начал удержать, стрелять. это ясно. Остается взорвать. Комплекс заминирован. Командир, 2 смертям не бывать, а одной не миновать. Это еще что? Черт! Неужели опять? Кто-то сверху? О! Электричка приехала наша. Тебя сбили. Занять помещение! Он живой. Прикрыть входы! Осторожно! Это же Артём. Ну. Довольно, Кирилл. Тут уже только мертвые спартанцы. Прямо к сердцу Это Артем себя электричество сломал. ощущаю. Как? С собой Артем электричество сломал. Человеческого материала. И ради чего? О, смотри, 5 секунд или 5 сотых. Что там? Ну да ладно. Революция все спишет. О,
кого я вижу? А это этот, Корбин? Или Полковник как его там? Мельник. Простите, почти целый. Артём, Ай, многие оторвало. Типа. Ну, как в книге в 30 какой-то. А тут Там кто у был. нас? Прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? Песос. Остановите его! Так чё, все-таки взрыв? Ну, да, вот она. Все-таки мы пришли к этому. Единственно верная концовка. Не бойся. Единственно Ничего не правильного бойся, прохождения. мой милый. Артем же другой. Будет дальше. Он невосприимчив ни к чему. Об него даже поезд сломался. Бронепоезд. Так твой папа Так победил кончается врагов моя история. в метро. Папа был храбрый. Он был самый храбрый, потому что не боялся неизвестного. Мама, а куда делись черные? Они ушли, но обещали вернуться. Не ушли, но обещали вернуться. Класс. Охуительная концовка. Пока земляне, или метряне, или как их назвать, жителей метро. Чё, после титров что-то будет? Программер Юрий Шашлык. Блять. Класс, а? Хотел бы быть шашлыком, Максим. Всегда мечтал. Вот. Не. А ты же проходил? Нет? 33-й и этот Last Light или нет? Нет. Нет? Нет. Ну и как тебе в целом? Ну, а читал книги? Нет. Вот как так? Ну ладно, и как тебе игры вообще в целом? Ни хера непонятно. Ну интересно, да? Когда рыбачить пойдем? Когда этот радиозион приедет к тебе? Радиационный зион. А? Радиационный зион. Ну, когда он приедет-то? Месяц. Ёпт. Через месяц рыбачить будем? А надо рыбачить? Не знаю. Надо, наверное. Возьмем водки, поставим палатки и будем рыбачить. Все по технологии. Это монитор еще нужен. Ну, у тебя телевизор есть. Бля, он большой слишком. Ну, на работе возьми монитор. И я там все мониторы себе забрал на рабочий комп. Ну, один домой унеси. Мне 2 мало. Ну, не знаю. Ну, еще где-нибудь достань. Посмотрел я эти мониторы в магазине. Блин, они кривые мониторы продают. Это выгнутые, которые? Да. Не знаю, говорят сначала непривычно, а потом прям вообще хорошо. Так мне-то для работы не пойдет нихуя. Там даже в видеоредакторах тоже Photoshop как работает. Ну,
Вот это да. Да не люблю эти кривые эти. Я не знаю даже. Сейчас монитор тоже не особо дешево-то стоит. Но если, может, БУ какой посмотреть, там, не знаю, 1000 за 4, может, какой-нибудь 24 дюйма взять. Можно, наверное, я думаю. Или ты хочешь 27? Не знаю. Или 32? Да, 32, у меня телек есть. Это 32 много, мне так кажется, для монитора. Слишком большой. Я одно время вот как раз на телеке тоже вот 32-дюймовым сидел, и, блин, глаза устают очень шибко, быстро. Вот, ну, очень большой для монитора. Мне кажется, 27 тоже до хера. Вот. У меня сейчас 22. Вот, ну, нормально мне с ним. Но я вот прям вот чуть побольше, вот 24, и прям вообще хорошо было бы. Чтобы прям уже полноценная Full HD-шечка, там это все хорошо. 27 это уже, ну, под 2К, наверное, мне так думается. Потому что там разрешение тогда уже такое большое. Метро Last Light Redux. Так, а я записки-то смогу загрузить отсюда? Из меню. Вроде как, да. Вроде как. Это как? Что я вижу настройки. Звук, игра, управление видео по умолчанию. Я вижу продолжить. Я вижу главы. Я вижу новую игру. Главы. D6. Так, 9 новые задания. Не работает кнопка. А как мне? Может продолжить? Он ушел. Он сделал, что мог. И из игры заметки почитать уже. Я не могу его за это судить. Остатки человечества добивают. Так, сколько у нас? 5 часов, да, ушло? Получается. Это не его война. Ну вот, кажется, справились. Молодцы! На все про все. На этот стрим? А? На этот стрим? Да, на этот стрим. Не, на все прохождение, я так прикинул, где-то часов 12, наверное, да? Примерно. Вот. Наверное, да. И 33-е метро тоже там плюс-минус что-то часов 10, 11, 12, ну, не 10, наверное, 11 или 12 часов, по-моему, тоже ушло. Не, ну... А? На Твиче здорово пишут. Здорово. Уже конец, фактически. Приступаем к чтению заметкам, потому что игра пройдена. Единственное верное прохождение с единственной правильной концовкой было показано. В записи будет на YouTube доступно. Ну, не только на YouTube, конечно, на Твиче тоже чуть позже. В Яндексе, ВК в том числе. Так, короче, я так пролистал, а я тут заметок не нашел. В саду, в Красной площади, потому что там я, по-моему, просто пробежал, да? Туда-сюда. Очень скоренький раш по центру. Так, давай начинать сначала. Спарта, пролог. Когда меня спрашивают, с чего все началось, я говорю им, все началось в тот день, когда мы отправились к ботаническому саду. Ботанический сад — это что? Получается... это, короче, когда он с двумя друзьями-пиздюками пошел, открыл гермодверь, и его там потом спас черный от этих, от бешеных собак, вот этих мутантов, да, насколько я помню.
Или это я уже из книги беру мысли? Вот, не, ну тут... что не из своей головы. Да. Нет, ну, в принципе, нет, здесь оно тоже как бы обыгрывалось, по-моему, в 33-м, там где-то в середине. Показали его мелкого стоящим на улице. Да, такое было, да. Вот, да, и на него напал вот этот бешеный пес, бешеная собака. Вот, и этот черный пришел и схватил его за что-то интересное и сказал: теперь мы други. Ну, что-то вроде того, по-моему, было. Вот, ну, неважно. Да, ну вот, тут дальше написано. Мы — это я и двое друзей, кто придумал отправиться на мертвую станцию, кто подначивал остальных, не помню, отвечаю я. Я вру. Вру легко, потому что слов моему не... А это что за опечатка? Это что за моиу? Потому что слов моиу. Это как, блядь? Может, моих? А, это Х, блядь, а чё затерто так? Вру легко, потому что слов моих не проверить. Моих друзей больше нет. Многотонные створы ворот сдвинулись с места и поползли со скрежетом, открывая нам дорогу в преисподнюю, а демонам путь в метро. На самом деле, все началось в день, когда мама предложила ехать гулять в ботанический сад. На метро. Помню, как... как следующая страница? В какой? В F, да. Помню, как поднимались по эскалатору наверх, как выходили из просторного павильона на Зеленую улицу, как летали легкие облака над моей головой, и как дышал мне в лицо чуть прохладный ветер. Мама купила мне мороженое. Это был последний раз, когда я его ел. В этот день человечество казнили. Праведников и грешников призвали, чтобы воздать им по делам их, а мы спрятались от Бога в метро. Убереглись от его гневных очей, и ему стало лень выковыривать нас из нор. Потом он занялся другими делами. Или умер. А нас забыли на использованной и выброшенной земле, и мы полетели на ней в никуда. Я помню столько лишних вещей и не могу вспомнить главного — маминого лица. Она умерла почти сразу после войны. Как я мечтал вспомнить ее лицо, ее взгляд, вспомнить, как она шептала мне, чтобы я ничего не боялся. Душу был готов за это отдать. Я и отдал. Это пролог в начале игры, да, был? Так, далее. Пепелище. Поезд в прошлое. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не мог выжить в этом аду, но хан нашел там черного, правильнее, да? Покуда тут ее не используется вообще никак. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его, завершить начатое. Заметка раз. Была найдена. Да-да. Может, дело и не в черных. Время сейчас тревожное. Орден похож на Кого? Растревоженный улей, созданный когда-то, чтобы уберегать метро от любых опасностей. Он сам навлек на жителей подземки страшную угрозу. Когда мы проникли в D6 и нашли огромное запечатанное хранилище, казалось, что мы спасли человечество с запасами лекарств и продовольствия, которые тут должны храниться с действующим ядерным реактором. В метро можно будет оставаться сколько угодно и дожить до того дня, когда радиация на поверхности угаснет, когда мы сможем вернуться туда и снова сделать Землю своим домом. О, блядь, как я выдал-то, да, на одном дыхании? Ой. Повел. Повылил. Ой. Враг моего врага. Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая
из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. И я уверен, он меня узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Заметка раз. Чё они такие длинные-то? Борис, здорово. Борис. Извини, Павел, за то, что меня не было на прошлом стриме. А это когда был прошлый стрим? Кто помнит? Привет, Борис. А прошлый стрим метро был? Я даже не помню, когда было. Ну, месяц назад был. Наверное. Но я не знаю, сколько я это самое проболел, потом в больнице полежал. Сколько прошло от времени? Не знаю, ну месяц, наверное, да, прошел? Ну, примерно, да. Примерно так, да. Вот. Ну, не страшно, есть записи всегда. То есть они сохраняются, можно посмотреть всегда в записи. Вот. И этот стрим в том числе тоже можно посмотреть в записи, потому что уже 5 часов мы эфирим. Он подходит к своему концу. Сейчас только читаем заметки. В прошлом стриме вы в стрип-клубе были. Были в стрип-клубе, еще сиськи Анны показывали, и за что YouTube монетизацию на стриме отключил. На том стриме. Вот, ну, не страшно. В целом. Вот. Так, пока не забыл. В записи, кто уже досмотрел до этого момента, ну, от Ютуба, от канала, вот прямо сейчас это очень хорошо работает, это пойдет на пользу. Нужно отписаться и подписаться заново и прожать колокольчик. Вот будет прям профит совсем. Но я в следующем стриме скажу об этом. Там, я думаю, сейчас ранжировка пойдет, народ соберется. Вот поэтому. Потому что это такая странная вещь. Да, YouTube очень странная вещь. Он сегодня взял и начал Last of Bikers прохерачивать. На каких добавили в какие-то непонятные сайты с сериалами турецкими на сайте Якутии. Я не знаю, почему оттуда трафик вообще идет. Вот, и, короче, какая-то лютая хрень получается. Ну, ладно. Мы не против. Да, мы не против. Вот, в целом. Можно в какой-то степени отнести стрим прохождения как в формат сериала. Вот, так что да, пускай. Нам же лучше. Так. Заметка 1. Мертвый ботанический сад всегда был гиблым, безлюдным местом. Сталкеры начали обходить его задолго до того, как черные построили там свой улей или город. Во всем мире только я один и хотел попасть в ботанический сад по своей воле, но теперь там оказались сталкеры Рейха. Эти поборники расовой чистоты почти никогда не вылазят за пределы своих станций в центре Москвы. Что они забыли на дымящихся руинах ботанического? И почему Анна не выручила меня, дочь мельника, ни за что бы не бросила бы товарища в беде? Что если они тоже схватили ее? Она грубиянка и пацанка, и я ей, кажется, совсем не нравлюсь, но я беспокоюсь за нее. Борис, да не страшно, говорю, можешь посмотреть записи, мы сейчас все равно завершаем. Все-таки 5 часов стрима уже позади, вот, финал был, и сейчас просто включили, опять загрузили последнюю точку и читаем заметки. Кстати, я схватил заметку здесь лежащую. Да, схватил. Следующий стрим будет в пятницу или субботу. Вот, ориентировочно пока в пятницу. Вот, но может так случиться, то что в субботу. Вот, я пока точно не могу сказать, но будет... Начинаем выходные Сан-Андрес, короче. Вот это вот я точно могу сказать. Пора бы уже. Рейх.
Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага, мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Заметка. Что ж они такие огромные-то? Черный побывал тут в концентрационном лагере Рейха, но теперь его тут нет. Что ж, надо идти по его следам. Задание, которое мне дал Мельник, никто не отменял. Я найду Черного и потом решу, что с ним делать. Если тот фашист говорил правду и детеныша продали торговцам на Ганзу, он теперь может оказаться где угодно. Ганза — кольцевая линия московского метро, союз торговых станций. На ней все еще действуют регулярные сообщения. Ходят грузовые и пассажирские караваны. За день Черный может оказаться на другом конце метро. Я его уже упустил. Не понимаю, как Черный избежал пыток и казни. Ведь если фашисты вешают людей только за то, что у них неправильная форма черепа, то такое создание, как Черный, должно оказаться им воплощением зла. Действительно, да? Расставание. Побег. Нам удалось невозможное. Теперь моя задача предупредить орден, что Черный пропал. Что значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда Черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда и в полис, в штаб ордена. Павел покажет дорогу. Заметка раз. Истошные или истошные? Истошные, наверное. Крики фюрера многое прояснили. И нападение на наши патрули, и взятие меня в плен. Существование Д-6 уже давно не тайна, и на метро действительно надвигается новая война. Заметка 2. С таким проводником, как Павел, не пропадешь. Кажется, он бывал тут раньше. И странности Рейха его не удивляют. Хотел бы я знать, что за задание он выполнял, но поговорить как-то не получалось. А ведь Павел, похоже, знал заранее даже о подготовке Рейха к войне. Для меня это было откровением. Байки о хранилище, которые мы обнаружили в Д-6, уже расползлись по метро. Орден не собирается присваивать себе эту находку, но времени объясняться остается все меньше. Рейх уже готов вцепиться в глотку ордену и отбить хранилище. Что же будет, когда о бункере узнают Красная линия и Ганза? Ганза. Да, по-моему, Ганза правильно. Вот о какой войне говорил Мельник. Когда-то стримы были почти каждый день, участвовал в них Ильчатов Иван, но Ивана спиздили сначала в дверь, потом его. Я не знаю, когда он там это самое. Надо, кстати, узнать, его там распиздили обратно или нет. Потому что надо этих сосонов там дальше туда-сюда ему. Надо. Да. Надо. Так что, но пока что стараемся 2 раза в неделю. Ну, раньше было раньше было народу больше у нас. Вот. Сейчас будем стараться хотя бы 2 раза в неделю стабильно. Вот. Может быть 3. Вот. Потому что Вова что-то тоже со своим этим анимешным JRPG по воскресеньям хотел. И что-то расхотел, видимо. Не знаю, надо узнавать. Надо что-то делать с этим совсем. Лагерь. Друг. Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый. Какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Заметка раз. Блять, пиздец, они огромные. Просто. Метро почти никогда не знало мирной жизни. Единая система управления станциями просуществовала всего несколько лет.
Все развивалось само собой. Когда стало ясно, что мира больше нет, что слухи о том, что президент и правительство не погибли, а бежали куда-то за Урал, это просто слухи. Что Россия никогда не возродится из пепла. С тех пор каждый был сам за себя. Станции превратились в города-государства, и вчерашние соседи стали непримиримыми врагами. Чтобы выжить в метро, надо бороться за еду, за воду, за воздух, за каждый квадратный метр, пригодный для обитания Земли. Из 200 тысяч спасшихся в метро в судный день сегодня жива лишь четверть. Ганза, Красная линия и Рейх разрослись, потому что были сильнее и дрались отчаяннее других. Но никогда за эти кровавые 20 лет не было, чтобы воевать всему метро сразу. Что если на крошечный подземный мир ждет новая, последняя мировая война? Наш подземный крошечный мир. Дивный новый мир. Так, факел. Одну заметку там даже нашел. Сквозь тьму. Я вытащил Пашу из петли, а он обещал доставить меня как можно ближе к полюсу. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, навряд ли тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Наверняка тут потерялся. Что у меня с языком сегодня просто? Происходит непонятное. А это, Максим, на превью этого Сан Андреас что-то там, что-то шит, что-то там True Again, или про что-то. Это мемис. Это Сидаджи говорит, когда в начале игры, или что? Да. Типа опять это дерьмо, или как там было. Вот, ну шит этот Twitch не пропускает. Вот, я этот, как в расписание на Твиче вставил, типа, ну, просто название Ахшит, там, туда-сюда. Вот, и он говорит, типа, название не прошло модерацию, придумайте другое. Ну, я шит убрал. На русском написать шит. Шит? на транскрипции. Ахшит, этот, Игеен туда-сюда, да? Или этот, Сидоджи, как этот, сексуальный джинс. Что-нибудь такое, да? Ужасно, это трусики упирает. Да. Туннелей станции метро лишь малая часть того, что было вырыто за долгие века в неподатливой московской земле. Князья строили себе тайные убежища и секретные лазы. Цари сооружали катакомбы и сокровищницы, и уже тогда, века назад, натыкались на гораздо более древние ходы, прокопанные невесть когда. Причем, возможно, вообще не людьми. Пещеры, русла подземных рек. Никто не знает, что на самом деле находится вокруг станции метро. Над ними и под ними. Карт не существует, потому что картографы не возвращаются из своих экспедиций. Жуткие создания, обитающие в подземельях, действительно ли они порождение радиации? Возможно, они всегда жили тут. Может быть, раньше они сторонились человека, а теперь чувствуют, что наш конец близок, что мы больше никогда не будем хозяевами Земли, осмелели и показались на свет, подползая к нам все ближе, чтобы прикончить нас и поживиться нами, пока мы еще теплые. Пока мы еще теплее. Хотел бы прочитать ужас. Картографы. О чем-то я хотел сказать и что-то забыл. Над ними, под ними. Древний осетр оттуда, наверное, появился, да? Из-под земли. Вот этот мега-осетр здоровый. По-моему, и из воды он появился. Ну а в воду-то пришел и снизу. Может быть.
Отголоски. Путь через свет. До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Опять огромный текст. Там ВК вообще работает? Ну да. Не знаю. Да, работает. Я просто не вижу, что этот текст фигачит. С тех пор, как мы оказались в метро, я поднимался на поверхность всего несколько раз. Радиационный фон там слишком высок, и слишком частые вылазки оборачиваются для смельчаков смертельными болезнями. Наверху... Что? Наверху всегда надо быть начеку, загрязнение неравномерно. Есть места, где убийственную дозу облучения можно схватить за несколько минут, а кое-где можно было бы даже жить, если бы не чудовище и не тоска. Без дозиметра и противогаза одно от другого ни почем не отличишь. А без противогаза на поверхность не выходит вообще никто. Когда-то мы были хозяевами земли, сегодня... Хоть я и помню тот летний день в ботаническом саду с мамой, мне уже почти не верится, что все это случилось со мной на самом деле. Не верится, что раньше я жил в одном из высоких домов и каждый день мог смотреть на небо. Кажется, метро всегда было моим домом. И все же я скучаю по потерянному миру. Давай, Борис, доброй ночи. Залетай к нам в пятницу или в субботу. Ну, оповещение будет, в общем-то, везде. Вот. Будем Сан-Андрес начинать. Да. Спасибо, что забежал. Так, заметка 2. Красная линия — одно из самых больших и мощных государств метро. Оно занимает почти целую ветку, но сколько я себя помню, красные всегда говорили, что цель их построение коммунизма во всем метрополитене, возрождение погибшей державы, построенный на равенстве и справедливости. Правда, независимые станции боятся красной линии, как черт ладана, а значит, без крови красным державу не возродить. Да. Красные совсем не ангелы, но то, что творят фашисты, настоящий ужас. И я рад такому союзнику, как Павел. Пусть он и красный. Блять, там, по-моему, одно от другого вообще не отличается. Что фашисты, что красные. Кстати, красный может быть даже и хуже, да? В этой игре. Да. Вирус-квартирус там запустили. Вот это вот все, блин. Большой театр. Короткое свидание с мертвой Москвой и призраком прошлого закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга, и обратно в метро спускаемся уже спаянным тандемом. В пустошах иначе не выжить, но теперь впереди обитаемая станция, театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Заметка раз. Павлу нужно время, чтобы договориться. Граждан других станций на красную линию без особого разрешения не пускают. Государство, которое все время готовится к войне, в любом чужаке видит шпиона. Так что у меня пока есть время осмотреться на театральной. Есть станция настоящая легенда. Это станция настоящая легенда метро. Почти как полис. Но если в полисе собрались выжившие ученые и интеллигенты, то театральная считается культурной столицей метрополитена. Типа как Москва и Питер, да? Типа полис Москва, а этот театральный, типа Питер, да? Вот это вот. Где расчленяют еще каждый день все. Класс. Заметка 2. Еще бы, ведь прямо над ней находится гремевший на весь мир большой театр. Говорят, из его подвалов можно было спуститься прямо в метро. И поэтому многие из его актеров и других сотрудников в судный день сумели спастись. На станции они основали новый большой театр.
Восхищенные рассказы, о котором достигают самых дальних уголков метро. А поскольку обитаемый мир заканчивается там, где заканчивается линия метрополитена, можно говорить, что у нового большого всемирная слава. Говорят, он продолжает традиции своего великого предшественника. Говорят, пока большой дает свои представления, земля будет продолжать крутиться. Мне всегда хотелось хоть раз попасть на спектакль. Может, теперь у меня есть шанс? О. Нормально. Предательство. Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего. Мы еще поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Революция. Ветер перемен, да, и вот это вот все. Или как там, ветра свободы были, или что там? Там было все. Ой, ужас. Как это Хаймрик, да, стрим был-то? Красная линия. Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Нос зачесался. Знать бы, что он задумал, что доставил ему Лесницкий из Д6, что должно уничтожить врагов революции, пока сплошные вопросы. Ясно одно, информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Заметка раз. Одно теперь ясно на 100%. Красная линия готовится к войне. Да что ж такое-то? Почему все чешется опять? Нос. Красная линия готовится к войне, не делая громких заявлений и, в отличие от Рейха, без истерик. Красные планомерно собирают самую сильную армию из всех, которые когда-либо существовали в метро. И тишина, в которой происходят эти методичные приготовления, кажется мне куда более угрожающей, чем громогласные речи брыжущего слюной фюрера. Заметка 2. Все. Генеральный секретарь Красной линии Москвин, видимо, мало что решает. Создается впечатление, что он и сам заложник Корбута. Одной рукой, чтобы серый кардинал держал за жабры номинального руководителя Красной линии, а другой двигает шахматные фигуры сразу по своей игровой доске, в которую он превратил все метро. Но почему могущественный генсек, который может запросто отправить генерала в отставку, а то и расстрелять, терпит его дерзости и уступает его требованиям? В чем сила Корбута? Может, в знании? Ничего. Надо просто нагнать Павла, и он мне все расскажет. Посмотрим, как он будет петь свои песни про равенство и братство, про справедливое государство для всех. Предатель. Где-то это я уже слышал, да? Скажи мне, Корбут, в чем сила, блин? Сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Заметка 3. Ну, тут хоть одна страница. Блин, ну это ладно, еще заметки в метро это еще полбеды. То ли дело кодекс Mass Effect и в Dragon Age. Вот там читать я не буду. Там просто нужно 2 стрима отводить просто на чтение кодекса, и все. Кстати, может быть, так и сделаем, не знаю. Посмотрим. Когда к Mass Effect приступим. Может, не надо. А? Может, не надо. Почему? Читать. Не, ну там интересненько о вселенной узнать, прям пишут. Ну, я понял всю эту фигню, надо было читать во время прохождения. А Ну. то играем, ничего не понятно, что делать. Зачем? Почему, как, да? А тут сейчас немножко понимания доходит. Ну да, да, Что там происходит. по всей видимости, да, надо было. Тогда вот прям нашел и сразу читаешь.
А то, блин, писос. Ну ладно, сейчас тут немного осталось, в принципе. Заметка 3. Справедливость, равенство, мир. Москвин знает, на какие слабые точки давить. Как это ни страшно, они ведь правы. Если мы не сумеем договориться, не прекратим грызться, мы перебьем друг друга гораздо быстрее, чем это сделают любые монстры. Коммунисты, как и фашисты, используют найденный орденом бункер-хранилище как наживку. Простые люди верят им и попадаются на крючок. Лекарства и продукты для каждого. Вот только изобилие этого предполагается оплатить кровью, своей и чужой. Чтобы у человечества было счастливое будущее, еще одно поколение должно отказаться от настоящего. И 4-ю заметку я там не нашел почему-то. Регина. По горячим следам. Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив. Что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнить его. Заметки не найдены. Бандиты. Группа Павла двигается на Третьяковскую, она же Венеция, с опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю. Но я их догоню. Не имею права не догнать. Заметок не найдено. 2 заметки там где-то был проебан, по всей видимости. Темные воды. Снега наверху начали таять. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего, уже там. Заметка раз. Многие не понимают, почему грунтовые воды до сих пор не затопили все метро. Другие удивляются, что человек вообще смог протянуть 20 лет в убежище, которое было рассчитано всего на несколько месяцев. Говорят, человек отчаянно живуч, как тараканы и крысы, но я думаю, дело не только в этом. Мне всегда казалось, что мы существуем в метро не просто так, и, возможно, мы еще не до конца выполнили свое предназначение. Венеция. Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. Я точно знаю, Павел добрался до Венеции, и если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного, но теперь я должен еще и постараться разглядеть замысел Корбута. О, тут все заметки найдены, оказывается. Заметка раз. Подземная Венеция. 3 станции, наполовину затопленные грунтовыми водами. Говорят, был раньше настоящий город с таким названием. Древний и прекрасный. Кто знает, что с ним стало. Заметка 2. Мне говорили, что подземная Венеция — город воров и душегубов, но я нашел тут и обыкновенных живых людей. Они наладили свою жизнь как могли. Обустроили свой крошечный мирок и очень боятся, что бушующий снаружи хаос захлестнет и их. Они просто хотят жить. Так, где там? Болото. Если мне повезет, то на аванпосте Ордена, или аванпосте, я не знаю, аванпосте, наверное. Если мне повезет, то на аванпосте Ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю о Павле, о каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести, и продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там. Заметка. Мне кажется, что я попал в водоворот, вокруг начинают закручиваться странные события, которые я до конца не понимаю, и меня затягивает в них, тащит на дно. Куда бы я ни попал, все говорит о войне. Одни готовятся к ней, другие от нее бегут, но все в нее верят. Мельник, фюрер, Москвин, люди на театральной и беженцы с красной линии. Сырой и ржавый воздух метро пахнет кровью и обреченностью. Это не моя война. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы предотвратить ее? Маво is over! Да, как говорил этот Римбо. Да? Римброн. Ночь. Церковь. Пока я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу. Заметка. Если
подземный островок затянет в мясорубку грядущей войны, все это сгинет навсегда. Катание на гондолах по туннельным рекам, купальщицы и рыболовы, удивительные и бессмысленные картинные галереи, и все эти дети, выросшие в темноте, но сами излучающие свет надежды. Ничего здесь не будет, будет выгоревшая черная станция, а потом таким же станет все метро. Катакомбы через ад. Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить. Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Заражение сквозь огонь. Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Группа, которая уничтожила аванпост Ордена и похитила Аню, захватывает Октябрьскую, нейтральную и мирную станцию. А ведь это объявление войны. И Ордену, и могущественной Ганзе, к территории которой примыкает Октябрьская. В то же время отряда Лесницкого, пусть и довольно многочисленного, явно недостаточно для войны против всей армии Ганзы. Не понимаю, на что рассчитывает Корбут, что творится у него в голове. Карантин. Эпидемия. Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую, мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали неизвестным страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться: женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. Если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. Это про миссию где горит все, да? Или что? Что-то вроде того, по-моему. Я не помню. Ну, вроде оно так было. Возможно, по плану красные должны были войти на уже мертвую станцию, население которой было бы выкашено вирусом, но вирус действовал слишком медленно, им стало невтерпёж. Выжившие свидетели говорят, что когда на станции началась зачистка, части местных удалось бежать на соседнюю кольцевую Октябрьскую, но за ними следовали ликвидаторы. Если бы на кольцевой не оказался отряд Ордена, отбивший атаку, в руках красных сейчас были бы новые станции, а Ганза оказалась бы разрублена пополам. К счастью, этого удалось избежать. Так. Теперь Октябрьская кольцевая станция принадлежать Ганзе, превращена в нечто среднее между госпиталем и карантинной зоной. Всех беженцев со смежной станции и всех, кто с ними контактировал, санитарная служба запирает в боксы-изоляторы. Никто никого не лечит. Каждый подозрительно сидит в своей полиэтиленовой клетке. А напротив него сидит смерть и играет с ним в переглядке. В гляделке, блять. Откуда это вообще в моей голове, блять? Почему? Каждая минута этой игры тянется целую вечность. Проигравший заболевает и вскоре отправляется в крематорий. Смерть — слишком опытный игрок, чтобы давать много шансов на победу. Хан. Река судьбы. В другое время, в другом месте случившееся могло бы изменить наши жизни, но для нас существует лишь одно время — настоящее. И лишь одно место — метро. И наш долг — спасти его любой ценой. Нам надо спешить. Мне догонять Черного, а не сообщить отцу о том, что творят Корбут с Москвиным. Все остальные непозволительное сейчас... все остальное непозволительное сейчас роскошь. Почему у меня слова не так читаются? Максим! Тащи винище. Ну, у нас пару лет как нормально. Как? Пару лет как нормально. Нормальное винище? Слова. Слова, да. Почитать нашу эту конференцию ВКонтакте. Да.
Там еще можно сделать в группе эту, как оно, беседу или что. Но я правда не понимаю, зачем он мне предлагает этот ВК постоянно. Создайте чат группу, а зачем? Такой вопрос. Так, одна заметка найденная, она длинная. Так, секунду, давайте за победу. Не бухабрь, ты чё? Немножко, прям, немножко бухабрь. Потому что, блин, сколько можно не пить все эти годы. Я помню, как Корбут называл предстоящую на Октябрьской операцию экспериментом. Неужели эта кровавая баня была не началом полномасштабной войны, а всего лишь испытанием нового чудовищного оружия? Пробы сил? Что если красные просто отвлекают внимание Ордена и Ганзы, между тем готовя гораздо более мощный сокрушительный удар? Я хотел быть солдатом, я собирался защищать человечество, но вся пролитая мной кровь не помогла мне предотвратить уже начавшуюся войну. Я не стал супергероем, способным одной левой повергнуть злодея и спасти весь мир, а мечтал стать. Все мечтают. Ну а когда начинается война, большинство оказывается просто пушечным мясом. Многие не переживают даже первого боя. И я, мелкий винтик, могу лишь наблюдать за тем, как раскручивается гигантский маховик бойни. Наверное, поэтому я иду вместе с Ханом. Может быть, это мой единственный шанс что-то изменить. Изменил, да, все метро нахуй взорвал, блядь. Херам, блин, просто. Погоня назад в смысле поезд в будущее. Ой. Я не верил ему, в такой нельзя поверить, но Хан не обманул меня. Эта странная река вернула меня в прошлое. В миг, когда я послал сигнал и уничтожил всех черных, а потом вышвырнул меня в место, где я могу найти единственного живого из них. Мискузи. Беспомощного, безобидного детеныша. Хан назвал его последним ангелом. С чего бы? В натуре у нас сериал какой-то получается, турецкий дикий ангел. И вот это вот все. Хан, я никогда не знаю, чего от меня ждать. Я даже не знаю толком, кто он. Бродячий философ, волшебный, Гендер, гость из какого-то параллельного мира. Чем он зарабатывает себе на пропитание? Спасает людей или убивает их? Хан всегда заставляет меня почувствовать, что я ничего не понимаю о жизни и о мире, в котором живу. Показывает мне такое, что я не могу объяснить и никогда не смогу. С ним очевидные вещи становятся абсурдными, а абсурдные логичными и естественными. Что, если он прав? Что, если черные были не демонами, не исчадьями ада, а именно ангелами? Что, если бы они смогли спасти нас? Если бы мы сумели преодолеть себе звериное начало и найти с ними общий язык? И если детеныш черного, который сейчас сидит в клетке на этом поезде, что если он действительно последний из ангелов? Что если этому судить... Что если это ему судить нас? О, блядь. О, как завернул-то, да? Ну, с такими трипами-то... Да, там действительно бэт-трипы ужасные, какие-то лютейшие. Правильно, что он на плантациях свиных грибов обожрутся и нормально, что? Туда-сюда. Так, дальше. Переправа. Ребенок? Это вот с чего начался стрим сегодняшний? 4-й, по-моему, по счету, да? Конечно, я не смог убить его, и пока я сам жив, пока бьется мое сердце... Я, по-моему, это уже читал, но ладно. И пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит, мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить войну. Да, он способен творить чудеса, но я не хочу его использовать, его война кончилась. Когда я навел ракеты на его дом, на его семью.
Я не верю в чудеса, да? Но черного за жопу взяли все-таки. Или Артема за жопу взяли. Кого за жопу-то в итоге взяли? Черный убежал, а Артема за задницу взяли. Я вспомнил, почему оказался неуязвим для черных. Да, я избранный, но я таким не родился, меня избрали. В тот день, когда мы открыли гермоворота, мне суждено было погибнуть, меня должны были разорвать твари, но меня спас черный, я оказался первым человеком, которого они встретили. Так получилось, и прежде чем я успел испугаться, они притронулись ко мне, потому что именно так они создают связь, со взрослыми им трудно, но с детьми... Дети еще не ожесточенные, их душа еще не покрылась коркой, к ней проще притронуться. Я стал первым. Мост. Какие бы планы относительно него я не строил, маленький черный повсюду следует за мной, будто я никогда не хотел его смерти, будто нас связала судьба. Но я стал человеком. Стал? Почему стал? Остался. Блин. Какой ужас. Но я остался человеком. Я боялся быть другим. Боялся оказаться ненормальным. Я один был свободен от их влияния. Но из-за этого лишь подозревал в себе спящего агента-чудовищ. Моя память вытеснила ту встречу с черным. Зверь во мне проснулся и сожрал человека. Я вышел на поверхность сиротой, а вернулся в метро перворожденным сыном. Я должен был наладить связь между людьми и ангелами, но вместо этого навел на них ракеты. Выжил лишь один черный, и вот теперь он стоит передо мной. Ребенок, сирота. Один во всем мире. Круг замкнулся. В натуре этот, блядь, Фусруда, драконы. Рожденный, блядь. Драгонборн. Ужас. Депо. Путь вдвоем. Мы идем в полис вместе, и будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом, пока я не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Не знаю, за что, блин. За что? Не знаю, что я скажу Мельнику, приказавшему мне убить черного. Не знаю, что подумает черный, когда встретится с Мельником. Что он вообще думает о всех нас. Когда я представляю, через что ему пришлось пройти всего за несколько дней. Его должны были казнить, как урода-мутанта. И его спасла только человеческая жадность. Его должны были выдрессировать, как лагерную овчарку, чтобы он охранял тюремных узников и гнал на штыки новобранцев. Но и эта участь миновала его только потому, что его запихнули в цирк уродов в публике на потеху, а потом вывезли как собственность со станции, на которой одни люди решили поставить жуткий эксперимент над другими. Боже, что если он действительно ангел? Что за пиздец происходит? В книге не было, блядь, такого. И в книге вообще не было пиздюка черного. О чем мы вообще говорим? Это что? Почему? А, не, погоди! Или был? В 33-м Евангелии от Артема. Там в конце, блядь, что-то было же, по-моему, когда он по руинам там шарил. Короче, палкой это, как копалкой тыкал в пепел. Он, по-моему, пиздюка там нашел, вот этого черного. И они из всей этой темы решили сделать Last Light. Ну, сомнительное мероприятие, мне так кажется. Ладно, черт бы с ним. Мертвый город. Мертвый город. Я там аж две заметки нашел. Город призраков. Кто посеял ветер, пожнет буря. Черный отрыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые, пояснил Корбут, взошли. Посеял Корбут. Зашли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить его, пытается остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю.
Нам опять идти поверху. Здравствуй снова. Москва. Город-склеп. Город павший герой. Город, от которого отлетела душа. Для меня он больше не родной. Мой родной город остался в прошлом. Но он родной для маленького черного. Как странно. Черный. Я видел в нем ангела, а он просто ребенок. Я думал, что если это он будет нас судить, если ему решать, жить нам или исчезнуть. И поэтому я боялся его. Боялся, что тот путь, который он проделал через метро... Через метро, заставит его вынести человечеству смертный приговор. А Теперь мне просто стыдно. Стыдно за нас всех. За то, чем мы стали. История человечества не должна была кончиться так. Красная площадь. Отсюда я знаю только одну дорогу в полис, через Красную площадь. Соединюсь с нашими, расскажу им все, что знаю. А там уже и до цели рукой подать. Скоро все кончится. Скоро и стрим кончится. Буквально через пару заметок. Потому что я там 4 вообще не нашел. На Красной площади 2, на саду 2. Не найдено. Зато в саду там пощупали тебя много раз. Да, за прекрасный зад и член. Сад. Теперь бы только успеть в полис на мирные переговоры. Мира не будет. Будет война. Самое последнее. Теперь я знаю ответы на все вопросы. Пашина голова — это кладезь преступных планов Корбута. А вот последние заметки все найдены, что хорошо. Полис. Принуждение к миру. Он не единственный, не последний. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их, но он согласился подождать чуть-чуть. Сначала он попытался помочь нам. Если мы успеем, на конференцию Черный сможет открыть для нас мысли Москвина или самого Корбута и, возможно, заставит их остановить это безумие. Это наш последний шанс. Ебать, блядь, 4 страницы. Давай, пожалуйста, перекур сделаем. Просто очень нужно. Да, давай там дочитать чуть-чуть осталось. Нужен подгузник. Тогда. В банку. В стакан, да. Сейчас я буквально на минуту, и все, и я даже не буду включать эту перекуру. Прям минута, и будем это самое дочитывать это все.
Ух. Какой ужас. Так, это я прочитал, да? Это наш последний... да. А, 4 страницы, блядь. Ладно, как конец уже. Я спрашивал малыша, как получилось, что он выжил. Как ему удалось уцелеть в огненном аду? Теперь я знаю. Когда ракеты уничтожили город черных, его там просто не было. Черные. Мы спрашивали себя, как получилось, что разумная жизнь появилась так стремительно? Почему нам потребовались миллионы лет эволюции, а черные появились за считанные годы? Ответ был прост. Это мы. Люди дали им жизнь. Они возникли из нас. Мой отчим был прав. Они следующая ступень эволюции, следующая за нами. Мы их отцы, они наши дети. Мы создали столько видов оружия, чтобы уничтожить себя. И одно из них породило их. Они не такие, как мы. То, что убивает нас, делает их сильнее. Мы оставили им разрозненный, отравленный мир. Разоренный, отравленный мир. Но они научились в нем жить. Черные существуют, поглощая радиацию. Родившись, они не сразу появляются на свет. Они существуют во сне, продолжая расти, набираясь знаний о тех, кто вышел до них. Да, то, что мы уничтожили, было их домом. Но ясли, в которых спали их дети, находились под землей, рядом с ботаническим садом, рядом с телебашней, в бункерах, под зданиями телецентра, которые были связаны с Д-6. Но после падения ракет входы в ясли были завалены. Те черные, которым пора было проснуться, остались внутри. Вместо них очнулся он, детеныш, малыш. Очнулся, разбуженный взрывом и последним криком своей матери. Не знающий, что произошло, ничего не знающий о мире, не готовый к жизни. Он пытался найти своих родных и не мог. Потому что те немногие, кто выжил, продолжали спать. Их время проснуться настало и прошло. Еще чуть-чуть, и они обречены умереть от голода, так никогда и не открыв глаза. Уж не знаю, как хан сумел убедить Мельника, но тот был образцом выдержки и ни разу не потянулся к оружию, когда увидел черного. А дальше события шокировали меня еще больше, чем план Корбута. В Д-6 есть черные. Хан предположил, что они были созданы людьми незадолго до войны. Зачем? Как солдаты, не боящиеся радиации, не требующие голосовых приказов? Возможно. Но потом Бог, видимо, решил дать им душу. А что-то, какие-то нестыковочки, по-моему, происходят в этом всем. Не, ну тут понятно теперь, почему, откуда вообще черные, там, и что это такое, и прочее. Но вот это вот что такое, смотри. Мельник ни разу, типа, не потянулся за оружие. А вот это вот что было, когда мы с этим пиздюком пришли в церковь, и он просто в лицо ему АКМом тычет: блядь, ты кто? И все прочее. Вот как это вообще у вас в голове такое помещается, рождается? Писали, разные люди писали сценарии к игре и заметки. Ну, что-то очень вряд ли, наверное. Жуть. Ладно, последнее. Д-6, последний бой. Он ушел. Он сделал, что мог, и ушел к своим. Я не могу его за это судить. Остатки человечества добивают друг друга в последней схватке. Это не его война. Я надеюсь, он сумел простить нас, меня, за то, что мы сделали с его братьями и сестрами, с его матерью и отцом. Мы должны остановить Корбута, не дать ему захватить Д-6. Иначе все лишения, что мы перенесли после войны, все трудности, что мы преодолели, выживая все эти годы, все жертвы, все это было напрасно. Неужели весна, наконец растопившая многолетние льды, тоже напрасно манила нас новой надеждой вырваться из-под подземелий к солнцу? Неужели ее просто некому будет встретить? Не верю. Пока Д-6 в руках Ордена, пока дышит хоть один из нас, есть надежда. Мы остановим Корбута любой ценой. Ради наших друзей и родных, ради всего метро, ради долгожданной весны, ради будущего.
Тут 2 страницы. Теперь я знаю, в D6 нет залежей ни продуктов, ни медикаментов. Мельник не хотел говорить нам этого. Он вскрыл все новые и новые... Он вскрывал все новые и новые комнаты, надеясь найти там то, что обещал нам. Наш шанс на спасение. И находил только контейнеры с вирусами, с бактериями, со спорами. Предки оставили нам в наследство грандиозный склад запрещенных боеприпасов. Больше ничего. Мы открыли ящик Пандоры, и Корбут знал об этом. Но ему не нужны были ни лекарства, ни продовольствие. Сытыми людьми править сложнее, сытые требуют большего. Мы открыли ящик Пандоры. Нам и запечатывать его обратно. Или умереть. Всем. Что, собственно, и случилось. Все. Конец. Финал. Блин, наконец я дочитал это все до конца. Ой, жуть. Да. Так, все, заметки прочтены. Тут вроде больше нечего. Основа идеологии Рейха. Вера в необходимость очистки метро от мутантов. С точки зрения Рейха, все, кто не соответствует неким идеальным критериям генетической чистоты, подлежат уничтожению. Блять, зачем это здесь? Просто я оставлю это тут, да? И все. Сейчас я стрим заканчиваю, сейчас перезвоню через 5 минут. Я занят, говорю, через 5 минут перезвоню. Так, короче, все, в главное меню. Фу, наконец-то. Так, метро Exodus выйдет погулять попозже. После Dragon Age и San Andreas. Так что, скорее всего, это будет уже после Нового года. Но 33-е пройдено, Last Light пройдено, заметки прочтены. Возможно, будет какими-то 2 отдельными видео, не знаю. Если Максим вырежет. Вот. Просто чтобы было. Вот. Так, короче, господа, за сим мы с вами прощаемся до пятницы или субботы. На Телеграм в описании по ссылке можно подписаться. На Яндекс тоже Дзен. Да, теперь мы там тоже эфирим. Вот. Всем спасибо. Спасибо, кто посмотрел этот стрим уже в записи. До следующего эфира. Доброй ночи и пока-пока. Пока. Уехал в закат. В закат, да. Хо-хо-ча. Хо-хо-хо. О-хо-хо.